О боже, пена. Ай, пена, что ты наделал? Здравствуйте, дорогие друзья, всем. Хай. Пусть история меня запомнит таким. Красивым, невыспавшимся и безумно чертовски сексуальным. А, Сегодня, если очень коротко, почему поздно начал, у малого был очень, наверное, самый важный турнир за все время, что он выступает. Напоминаю, 9 лет киком занимается. И сегодня был турнир «Золотая перчатка». Это такой хороший турик. Проходил он в городе Балашиха. Поэтому он первый бой выиграл. Завтра будет второй бой. 600 человек участвуют в турнире. Я такого отродясь не видал. Там народу столько, там народу больше, чем людей. Там, я не знаю, я приехал, я, во-первых, здороваться сначала со всеми устал. Потом я еще раз устал со всеми здороваться. А не поздороваться — это зашквар для меня, все. Да, так что со всеми сфоткались, все ровно. Спасибо, кто пришел поболеть. Да, завтра, если что, я там же в Балашихе буду, спортклуб «Метеор». Если что, там подскакивайте, я рано прям с утра буду, часов в 9, в 10, не знаю во сколько. Так что там, что как это, да. Только сильно много там не приходите, а то там, блядь, начнется. Толком не поспал, очень мало поспали, потому что сегодня уже в 10 он выступал. Мне час туда ехать, короче, такой напряженное время. Короче, у нас с вами продолжается аттракцион неслыханной щедрости. Борьба за выход в финальный день, то есть в завтрашний. Сегодня я краем глаза смотрел игры. Извините, там из-за тех проблем немножко попозже турик начался, но ничего страшного, я думаю. Сейчас играют интересные, так вам скажу, одни из самых интересных для меня ребят. Это ВП Prodigy и Вердант команда. Одних из них считаю, одну из этой команд считаю фаворитом. Считаю те, кто могут выйти в финал. То есть в завтрашний день финальные игры. Поэтому я просто хочу кайфануть от процесса, от игры, от комментариев. Это Hard Play Cup 8. Борьба за 700 штук. CSGO Run наш партнер. Что еще хочу сказать? Да и все, похер, пойдем смотреть. Спасибо каждому, ребят. Турик делаю от души, несмотря на то, что там сейчас часть своих бабок пришлось сложить. Просто с вас палец вверх, подписка. Ничего больше говорить не хочу. Просто спасибо, что вы есть, то, что вы меня поддерживаете. Погнали. Анубис твой любимый. Анубис, ёпт. Поехали. Миду нашел Экстинкта, и вот пошла реакция от Вертон, поджима рампы, и здесь, практически идеально, да, играют Денис Зер с двушкой. Потеряли одного игрока, Кузьме вряд ли уже успеет до калаша добежать. Гружу хату на ВП Prodigy здесь. Остается он с МАК-10 на следующий раунд, но это не есть плохо. Сейчас Верден, посмотрим их темочки, как будут вообще играть. Кто на каких позициях, потому что Вердент на Вертиго для меня загадка. Но они еще на этом турнире. Я вам так скажу. Гружу хату на Prodigy, на Virtus.pro. Но Вердант — это Жираф, Вульфи и Даки. Тоже хочу, чтобы вышли. Понимаю, что невозможно. Играют БО3. Они 1-1 уже отыграли. На этой карте кто выигрывает, выходит в финал. Кто не выигрывает, тот не выигрывает. Но сразу размен от Кузьме. Далее. Даки, возможно, будет стреляться. Но при этом 4 в 4 все еще ситуация. Молик неприятнейший нашел. Макс, я добавлю всех. И Даки просто отрезан от плента. Он вынужден стоять до конца в гапе. Вчера кто закидывал на телегу, я не добавлял. Всех добавлю, не забуду, не переживайте. Просто очень поздно вчера уехал. Раунд к ряду, по всей видимости, все в порядке, ребят, добавлю. Выходит. Даки решает постараться найти размен. Есть, кстати, килл по... Давайте 2 в 4 зальем. Тем не менее, меньшинство давайте, для парни. Вердант. И
Но здесь очень сложно все равно Не допикал. закрывать. На Б опоре жираф, но дойдут ли до Б ВП Prodigy? Рафик, Вопрос жирафик. хороший. 2 в 3. 50 секунд на таймере. Двушка подходит к ладру. Даки тем временем смещается в коннектор. Больше в отдачу на А играет, но Привет, девчонки, всем, кто смотрит. Привет. это все не важно, потому что Это не VP важно. Prodigy у нас возвращаются на рампу. И у Интереснейшая них игра. есть при этом два молика. Они два Вердант смока, просто можно так не идеальную отдадут. просто раскидку сделать. Тут еще флешки идут в ход. Даки выходит в сторону хедшота. Охренеть, И раскидали. здесь можно зашить хорошо, оставляет красного игрока под номером 7. Жирафик и утка. Бомба ставится, тем не менее. Зоопарк И выиграет. где же врыв? Осуждаю. Диффузов нет, но есть дым. Команда Вердант и забрали по итогу Куда двушку несет красного. дым? Здесь теперь пикать вообще нельзя. ВП Prodigy, иначе могут Вообще нельзя. этот раунд просто проиграть. Они 4 в 2 были, я напомню. Был огромный перевес. О Фейк боже, дефьюз. на нахер. Кузьмя закрывает даки, ну и все. Здесь уже мало шансов у жирафа. Очень мало. И Кузьмя берет Какую-то дичь вторую сделали. перестрелку. 3-0. Если честно, у нас начинался Анубис также в пользу ВП Prodigy, но потом вы сами знаете, что произошло. Сразу говорю, что я сегодня честно плакал, когда вылетели бразильцы. Просто команда из Бразилии, как они, Одик, да, по-моему, называлась. Их сегодня выбили, сегодня слезы просто не заставили себя долго ждать. Чисто, знаешь, такая пожилая скупая слеза. Да, Одик МФ, реально. Это очень крутую игру показали. Про них обязательно в видео скажу, упомяну. Это, ну, реально круто было. Вообще другую КС показали. Очень быструю, очень эффективную. Что-то новое, есть о чем задуматься. Очень крутые ребята. Про них в видеоролике, когда буду про турик записывать ролик, обязательно про них скажу. Молодцы. Шеди падает после фрага одного и просто 3-1. ВП проигрывает. ВП, если отдадут сейчас еще несколько раундов, они проиграют эту игру. Они ну, это важнейшая игра. Я напоминаю, одни взяли карту, вторые. Первую половину. Извиняюсь сразу, но ты просил напомнить. Сразу, да, калаши подобрали, эмочки закупили. Тут у всех гранаты. Мендос не забыл. Не забыл. Брат закинул информацию. В понедельник выйдет человек на работу. Обязательно решим вопрос. Я, по крайней мере, все для этого сделаю без проблем. Да, действительно, Шеди Спасибо, подсадили, Вань, но привет Даки большое. откроется ли он здесь? Замечает голову снайпера и попадает идеально просто. А где реакция от Шеди? Может, он промахнулся? Или вообще, я не слышал выстрела. Я повтор глянул. Только сейчас, вот, да, двушка уже с авиком. Не, выстрел Подбирает был. девайс от тиммейта, пытается найти размен, но сложно. Это Очень третья карта, непросто. ребят. Чтобы понимать, сколько карт отыграли, это выход за полуфинал. Сегодня день играют best of 3. То есть до трех побед. Видите, палочка. Одни карту выиграли, вторые карту выиграли. Сейчас у них решающая игра. Закрывает, но двушка разменяла. скольки, Артист, не правда, знаю, еще Давид. один килл находит, Не Молик знаю. скидывает. Пачка. Не знаю, брат. Пачка Сложный под вопрос. контролем, кажется, у Вердант. Артист идет дальше, Кузьми открывается, нет. Самфинг первый вышел и падает. Кузьми 1-4 тоже, скорее всего, скоро умрет. 1 в 3. но Поехали, одну дуэль он клатч. Забрал. 40 секунд, естественно. Кузьми, давай, брат. Уровень невозможно уже здесь у Кузьми Да ладно, невозможно. в этом клатче. Брали 1-4. Видели уже. Вердант, конечно, Арампу Причем на этом турике. держит очень хорошо. И Жираф еще Здесь- услышал соперника, здесь не подождал, пока читается. он выбежит, проверит некоторые позиции. А это уже 3 в И 2. хороший тайминг пикает, забирает. А это уже 3 в 2. довольно-таки. Был 3-0. Плюс авик должен сейчас быть у артиста. Но нет, с эмочкой. С эмочкой решает пока Я не поиграть. помню, у ВП Prodigy, ребят, если не сложно, у меня не грузится, господи, не грузится HLTV почему-то, не знаю, с компа, с телефона то же самое, не знаю, в чем проблема. У кого грузится, скажите, пожалуйста, откуда игроки, еще раз напомните, у ВП Prodigy. Я не могу, к сожалению, посмотреть, в Зелике могу посмотреть, здесь нет. Не знаю, что здесь, почему здесь так интернет, он прям не любит HLTV сайт. У Если Вердант- не сложно, гляньте, Вердант пожалуйста. жираф, кстати. Вот на него
тоже внимание нужно обратить на Вертиго, потому что на Анубисе жираф набил 30. Ровно 30 фрагов. 1.51, рейтинг 2.0 у него на ХЛТВ. Вердант мы знаем откуда. Так, 6-й раунд. Плохой У бай. них 2 от Ирландия, Prodigy. да? У И Денис 2... Зера Тек9. Одна флешка на всю команду. Забыл. И под Сейчас эту скажет чат. флешечку, наверное, будет ретейкаться ВП Арампа. Продиджи все России. Из угла кидается эта граната световая. А у этих Ирландия, И здесь двое и... должен произойти врыв. Либо Как его? они будут делать без флешки все это Вообще дело. не Пусть палится, мне вроде увидели, держит всё. в руках, Бам. докидает. И сразу антираш молотов от Даки. Хаешка сверху полетела. Даки не успевает отойти, но размен от артиста. Артист дальше стреляет в дым. А где Хаешка прикрытие? хорошая, Бам. Шади может прибить. Как не взорвался? 4 хп ему оставила. И здесь Британия, также Британия. взрыв, Британцы. с Гапа происходит. И Вердант Зера это падает. британцы. С пистолетами, и кстати, Ирландия. неплохо играют. 3 британца, 2 Сделали. Ирландия. Но, понятное дело, раунд отдали. 3-3. 3 в 3. Довольно быстро. Напряженнейший Вернулись в игру. Я момент. напомню, на Анубисе они 3-9. Сейчас первую половину психология. отдали. 3-9. Вот сейчас мое мнение, кто, будучи владельцем организации Hard Legion, команда, да, помните, мы сталкивались с очень интересной вещью, что иногда случаются моменты, когда именно счет 1-1 по картам, играют БО3, уходят очень высоко, да, то есть люди, все, они прям, ну, уже где-то полуфинал, еще что-то. Начинается вот это вот переживание и так далее, и так далее, и так далее. Где-то топ-10, топ-15 команды мира, они с этим борются очень хорошо. Все остальные, вот кто сейчас поборется с переживанием, то есть кто сейчас, ну, вот, знаете, больше сейчас психологическая на самом деле дуэль. На стеночку. И офф-энгл получается. И это сложно распикать. Но здесь За ВП, ребята, у нас в чате болеют. Ребят, за кого болеете? Можете кричалки писать. Но он умер. Это очень важная И игра. ВП уже давят центр. Вульфи здесь не выживает. Вульфи понятное ошибается. дело. Еще Очень один много ошибается. игроков, потому что у атаки и на Б, Всё. естественно, жираф Очень важный был падает раунд. один без поддержки Очень важно именно для вот этого. от сокомандников. Ну и артист с Даки вынуждена просто сейвить 2 девайса. Это АВП и МК. Многие за Вердант болеют. Да, потребовалось 3 подряд отдать команде ВП Prodigy, чтобы они новые взяли. Понятное дело, там артист может пару эмок дать. Тиммейтам. Да, можете Скорее всего, мы кричалки увидим писать, закуп. еще что-то. Кто Плюс за у ВП Вульфи Продиджи, ребят, добро денежки пожаловать. есть на эмку. Никто мучить, банить не будет. Ну и, естественно, Болейте. надо, чтобы засейвили. Без вопросов. 2 Старайтесь девайса, особо не которые спамить, сейчас есть у Болеть Вердант. только Но ВП молодцы, за ваши что команды. вовремя собрались. за кого поставили И или за снова кого болеете, я выходим всегда рад. вперед. Главное, капсом не пишите, а то бот это. Я болею за жирафа, кстати, если что. Можно за одного человека болеть? У жирафа 2-5. Напоминаю, друзья, что следующий матч Он на у перекур нас ушел. будет буквально там, через 10 минут после этой карты. Аркред против Академии Авроры. Следующий матч я от себя добавлю, поправлю немножечко, да, и добавлю комментатора, то, что в следующем матче, если Аркред, они выиграют Аврору, что случится на 99,9,9%, как мое личное мнение. Если что, без обид, я высказываю просто свое мнение. То Аркреда все есть шансы взять и выйти и забрать этот турнир первое место. Пока Прям идея у это фавориты, Virtus.pro то есть, Академии ну, это выйти такие на очень мидл, но серьезные здесь ребята. мешают своим раскидом Вердант. Опять Молик прокидывается сюда. И в итоге выбрали вариант стянуться А где мем под донаты? рампу. Да, под рампу. А И, сегодня скорее их всего, нет. Самфинг тоже из-под Б-планта уйдет. Не решается он здесь как люркер сыграть. Здесь больше как люркер выступает Кусме, который скидывает дым и, тем не менее, отходит в ладер. 5 рампа все-таки будет Тут атака. быстро Вот никто ВП не уже играет. может идти цемент, Даки вынужден пикать. И, кстати говоря, двушка переводится Ошибка. не вовремя. Ошибка, вообще. Наверх, ошибка, Даки забрал еще ошибка. Шедди. Начинают 5 на по 3. одному Вердант бегать.
оборонной точки. Но вот всё это очень может хорошо, быть но переломный Самфинг момент. находится Заходят вне. на плен. Идём дальше. Размен, Инстинкт, пора ему забирают играть. авик. Разменялись И очень 2 в плохо 1. Вердон, Не но всё же ошибитесь, Денис Зер если хотите остается выиграть. один против Жирафа и Артиста. Слышит, есть инфа, он бежит, он Бомбы на у ноге него нет, бежит, надо артист! подобрать, но время 20 секунд. Артист уходит в рукав. Артист При этом уходит в Жираф рукав, по нему подходит. есть Дым, инфа посмотрите. стопроцентная. Двоечка, Жираф сейчас может просто... Дым убить рассеивается, Денис Зера. начнется Сам не пенетрация. поймет того Денис Зера, где находится соперник. Но Всё. жираф До его свидания, видит 4-4. первым. Денис тут просто умирает. Не получилось взять клатч. А это 4-4. Сейчас опять у них начинаются эмоциональные такие качели. Экономика ВП Prodigy оставляет желать лучшего. У них последний бай, у них фулл бай, включая гранаты, все остальное. В общем-то, у них все есть, все Еще хорошо. один закуп, естественно. То же Чатик, самое, Не забывайте лайки прожимать принципе, на трансляции. и- У нас на Hard Games Абсолютно, ребят, то же самое, в общем-то, и у команды Вердан. Сейчас те, кто забирают раунд, скорее всего, выигрывают следующий, потому что экономика полетит в полное дерьмо. Если Терра поставит бомбу, напоминаю, то, скорее всего, будет форс-бай вполне вероятный у команды Теров. Поэтому смотрим очень внимательно и тоже довольно такой про важный промокод раунд. очень скоро будет, поэтому советую Hard Games чатик помониторить сейчас. Жираф пока забирает самфинга. Хорошо под Б встали Вердон. Но вот что по Апланту давайте взглянем. Бум. Здесь уже Даки в упоре. Плюс Вульфи готов принимать. ВП уже -1. Гранаты еще есть. у Сильный ВП, игрок они могут Samsung. спокойно раскинуть Выбили точку. 2 смока, допустим, положить, дабы все закрыть вообще здесь. В рукаве проигрывает Размен. перестрелку Один Даки, красный. но оставил красным. 4 в 4. Летит флешка. Размен. падает. 4 в 3. И вот Заход. теперь Ебальник. 2 в Поймают 3. ли тройку? Переломный момент. Видимо, нет. Забрал. Extinct 3 Перестрелял. хп надо разменивать, Жираф. 2-1 остаются Пошел. Не против давай Жирафа. поставить. Дашь Мутится подставить, снова в смоках. отсосешь. Фейк, Мутится, установка мутится, пачки, теперь он уже думает, что до слышит, конца её ставит, он но не Жираф всё идет, еще не играет на ворвался. выбивание, Ждет потихонечку развеивания. направо, И нужно посмотреть видит, на раз, забрал разменялся, Тео, но Кузьмин сразу хуевая вышел позиция, на откровенно, размен. мог бы из-за 5-4. ящика его ВП убить опять и уже вырывается выйти вперед. непосредственно на последнего игрока. Ну, ребят, Говна промокод позиция, в мне чат не понравилась. уже летит на канал Hard Games 0.25. Промокод какой летит? На что? На запуск ядерных, блядь, баллистических ракет? Либо на наш любимый сайт нашего партнера CSGO Run. Комментатор, наверное, забыл, но я его поправлю и напомню, то, что, ребята, CSGO Run, наш партнер, который остался с нами и на этот турнир. В следующий раз будет немного кое-что поинтереснее, кое-что добавится, мы вас порадуем. Но напоминаю всем то, что время от времени в чат канала основной трансляции, который идет на Hard Games, и здесь у нас также кидаются промокоды. Промокоды кидаются на CSGO Run, вводите их по ссылочкам внизу в описании. Это промики на 0.25. Ебать, какой молик. $0.25. На самом деле, вроде бы и немного, но зная сайт CSGO Run и, в принципе, то, что промокодов много, можно что-то даже на халяву и залутать, просто смотря турнир. Так что всем приятного просмотра, мы продолжаем. И в теории он, конечно, может поймать Ага. в спине игроков ВП Prodigy. Того же на гранате Денис Зеру поймать, или кто здесь сейчас будет за ракет отвечать. Спину никто не смотрит. Спину никто не смотрит. Спину никто по не итогу смотрит. Кузьмин Артист умирает. раз Размен. забрал. Где же размен ВП? А он взял калаш. Собирается. А что Но Денис у нас Зера еще происходит? здесь под контролем. Двоих забрали. Нормально. Двоих забрали. Пойдет. Свой минимум команда Вердан сделала, но счет уже 4-6. Начинает кольцо сужаться. Колечко на память колечко. Помню, была такая песня. Промокод все поймали, да? Да, все поймали. А Вижу, на что плюсы промокод? на Напомни, Hard Games пожалуйста. летят в чатике. На что Отлично. промокод? Я просто не помню. Да, наверное, на подписку на Pornhub. Да, не знаю, на что промокод. Но еще раз напоминаю, то, что промокод на CSGO Run у нас. Да. Да, Сабинчик Так, ну сейчас теперь обязательно у ВП идея выйти под Б. организаторам Причем очень напомнит, быстро. Смотрите, где чтобы уже комментатору находится тонко Самфинг. намекнули на то, Еле что выжил все-таки просто. надо говорить, на что Жираф промокод. Да, это просто так, Очень ну, к хорошо слову. с Хамаса Неважно, стрелял, ладно. но Уволим. не получилось убить. Явно Дальше он не продолжаем. ожидал
близко так соперника. А у нас с Иксинт вами подключает, что 11-й раунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Иксинт начинает промучиваться. Пока без убийств Сука, еще, на но Б где-то двое, прям один коцаный. Кор. Прыгай Кора ему будет на замес. лицо, И, говорит скорее всего, опять же, на базе Б. При этом народ с под трибун. Арампой Но он этого не делает. тоже есть Нет, он игроки все-таки прыгает Иксинт, на лицо, он вас где услышал. справляется против Кусми. На лицо Кусми и в прыгнул прошлом раунде жестко. первым упал, если я не ошибаюсь. Первым упал. Если не ошибаюсь, помню, раз был на одной оргии, также сказали: Леха, у тебя у первого упал. Размен. 4 в 4 здесь хорошо остаются. ВП Артист молодцы. убил, при Пока этом, что они левым смотрятся плечом посильнее. выходил Вульф, Хуйню играет Шейди сделал вместе с Шейди. артистом. Вышел один. За это, в общем-то, Прокидывается команда дым. Тут уже атака отправляется по крайней назад. Но точке тем временем другой. восьмерочка Но у нас Иксинт заходит. оставляет Время одно тянет. Не хп пикай, не Сальнингу, пикай, просто Сережа, одно не хп. пикай. Подожди команду, она Я уже не идет, верю, она на если он подходе. реально умрет здесь. Он, Хотя у если него умрет, 19 да, процентов. если сейчас Там начнется, даки сейчас я тем здесь временем все забивают. закончу, блядь. Если он Это умрет фонтан. сейчас, да. Ребята 3 в пробуют 3. Б доиграть. 3 в 3 27 остается. Раз, секунд. бам, Жираф все. убивает Самфинга. Жираф убивает Самсунга, все, пиздец. Все-таки добили красного. Все закончилось, блядь. А мог бы просто подождать и здесь все вместе происходит? зайти на Всё-таки плент. на А будут Но играть кто я пока? такой, Как чтобы же что-то они говорить? долго Тем временем туда-сюда промучивается, выходили. промучивается, Пачку надо промучивается. Ставьте, устанавливать ставьте, его ставьте. срочно. Без денег Дым останется. неплохой положили. Товарищи, Должен смотреть без в другие денег. Зера, минус по Экстинкту, но Успевает сразу разменят жирафа, поставить естественно, затыкали. петарду. Тех, кто сегодня разминал своего жирафа, Вернут пожалуйста, молодцы, плюсаните очень в чат. быстро приняли Потому что, да, чувствую, что жирафа время от времени, кстати, тоже разминаю. И кто разминал, ребят, плюсаните тоже. ВП будут с деньгами. Там будет деньги на авик, там будет пару фармганов. Перовский, здравствуй. Здорово, дядь. У Вульфи, как и у всех членов его команды, в принципе, все прекрасно и замечательно. Счет 5-6 и Половина идет, здесь идут качели. фулла, Качели, естественно, качели, качели, от качели, ВП. качели. Но деньги есть не у всех. Деньги есть не у всех. 2 голива, Говорят 2 нам по калаша, телевизору, но пистолет тем от временем Шейди. мы с вами смотрим чемпионат практически мировой. Не просыпается ребята, Самфинг по уже вторую карту какой подряд. игре, правильно? На Анубисе он тоже шел. Что-то вроде 5-11 после первой половины. При этом команда его вела 9-3. 9-3. И на Вертиго не получается никак Ничего не получается. хорошо себя показывать. Выходит первый под Б. С тиммейтами. Нихера. Киберспорт чеша. Бам, 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 бам. На мид улетело все. Артист пробует зашить, но Все, пока что было. не подставляются здесь игроки ВП. Шеди! Есть под Б фраг у Жирафа. Как он его не перестреливает. Ловит пулю в голову, и Вульфи. только Вульфи пробует спасать. 4 в 3. Лево чекает, переводит по Шеди. Я буду, И дорогой! нет, Бам, 1 в улетел. 2 уже даже. Один Даки в 2. убирает, и Вульфи тоже Полную победит. дичь сделали здесь Как-то Вердан, быстро за что их прошло, наказали. Но все-таки Если бы сейчас они забрали этот раунд, мало того, чтобы счет как бы он сравнялся, еще к тому же, еще и, что правильно, было бы немного полегче играть за сторону террористов. А именно за них сейчас Вердант будет и начинать играть, если что. Как ты? для Вердун 5 за КТ, мне кажется, должно хватать. Подустал. Чтобы чуть-чуть. вернуться в игру и Чуть-чуть. Но уже нормально. постараться закрыть. Живем, брат, живем. Это не Нормально. самый плохой счет. Тяжеловато немножко. Но желательно, Такой. конечно, им пистолетку забирать. Не знаю, как первый завтра мне в 9 пистолеточку утра, у блядь, нас балашки ВП оказаться, взяли. но До этого на 2 картах как-нибудь мы это медведи только сделаем. одну брали из 4. Это ты турнир создал? Нет, это мой Тоже однофамилец такая взял и создал мини-статистика. турнир Hard Play Cup. Ты что, совсем дурак? А? То есть ты предыдущие 7 не смотрел? Пиздец, зашквар. Давайте Я. посмотрим, что закупили команды. У Жирафа 2 гранаты, дым и молик. При этом у артиста У то же самое, жирафа только еще 2 флешки гранаты. есть. С этими словами, в 3 общем-то, он первых и армора. очутился в дурке. Хотя у Диффенса тоже. Они взяли очень много гранат, и взяли киты, чтобы сыграть в отдачу апланта и ретейкнуть эту точку. По-моему, первая пистолетка от Верден была абсолютно такой же. А ведь он был Спокойно ВП близок. заходили на оставили бомбу, но... Шикарно ретейкнуть Верден не сейчас зашли. получилось. Я в шоке. Возможно, здесь получится у ВП это сделать. Просто Вульф шикарно вырывает, зашли. Смотри, что делает. Просто смоки выходит. В итоге получает голову от Самфинга. Еще двушка закрывает Самфинга. Смотри, какую хуйню сделали. И Экстинкту только что была ситуация 3 в 5, но Просто уже троих ВП отдали, в и всё. большинстве. Не, ну а чё? Жираф
Проходит еще раз. Жираф проходит. Через На дым нахуй. его тиммейт, но тут двушка ловит. Что делают Вердант? Они же могли просто отойти в рампу и в рукав. Зачем пушить? А зачем? Зачем так играть же настолько интересней. агрессивно, если можно А действительно это пожилая уйти агрессия. по позициям и Молодцы, забрать ребята. спокойно? Шикарно вообще отыгранный раунд. Я ничего не понял. Может быть, это какая-то под ирландским элем, блять, я не знаю, с хоббитами и гномами какая-то особая тактика, но, блядь, зайти на плейн впятером и отсосать при постановке бомбы, это надо, конечно, умудриться и уметь. Зачем-то пошли в дым раш, зачем-то, блядь, пошли пушить. Не понимаю, для чего они это сделали. Преимущество у них было просто потрясающее и бешеное. Не знаю, но окей. Не уступают команде ВП. А вот в плане раскида другой разговор. Но опять же, гранаты в этой игре не всегда решают, что именно вот ты возьмешь в раунде, и у тебя больше раскида. На тонкого. А вот где-то перестрелять с Галила МП-9 можно. Артист скаута пробует найти хоть кого-то, но потерял очень много хп в начале раунда. Тем временем Б-приемка, ну так себе. Сам Б-приемка. только 1 минус делает. Кузьме 9 хп под флешку. Они не стоит шикарно ему заходят, но рисковаться, потом рисковать. делают дичь. Надо подождать тиммейтов. Я при не этом понимаю, Даки что происходит. прожимает Элик. Бам! 4 в 4 3. забирает Экстинкта. Были 4 в 4. Смогут ли они разобраться в Даке, пока не ясно, но падает красный Кузьме. Шеди умирает тоже, Денис Зера за ним. Двушка 1 в 3, пробует забрать, и получается минус 3 делает. Вот именно такие раунды и приведут команду Вердант, как вот этот раунд, блядь, как предыдущий раунд, приведут их куда? Правильно. Нахуй в лобби. Вот такие вещи на таких турнирах, тем более играя против ВП Prodigy, какое бы они там тир-3 не занимали, еще что-то, но так играть можно где-нибудь в ММ. Но вот такую дичь творить на турнирах, вас накажут, как вас и наказывают, и ебут. И вы отдаете важнейшие раунды вы отдаете шикарно, напоминаю, заходя и не оставляя ни единого шанса ВП Prodigy, вы им просто подряд отдали 2 раунда. Просто потому, что не знаю почему. Там постоянно там пушили в смоки, делали какие-то странные вещи, но это срабатывало периодически. Здесь на миду сразу очень много перестрелок. Денис Зера падает, успевает в цемент уйти Кузьме, но сможет ли он хотя бы одного найти? Все прицелы у него, забирает двоих в линию. И прилетает еще хаешка по Экстинкту, которая оставляет ему 17% размен будет? здоровья. Шеди теперь будет прикрывать тиммейта. Второй хаешкой Трипл килл, добили нахуй. Экстинкта, и ситуация 4 в 2. Но здесь половина игроков оставляет по $2000, даже больше, чем половина. Только Экстинкт один закупился под 0. Асия. И, соответственно, денежки у Вердант будут после 5-10. Но подожди, еще надо закрыть. Подожди, сейчас надо еще взять и на ВП отдать раунд. При 4-2, 4 в 2, я думаю, что нужно подарить раунд. Понятно, что большинство было 4 в 2, но можно так дуэли напроигрывать и в итоге раунд отдать. С пистолетом Жира по-прежнему, Даки с калашом. Идет сейчас 40 секунд, что вместе происходит? с тиммейтом. Да, здесь они на миду А? встретились. Но Кузьме, мне кажется, будучи даже красным, должен хотя бы 1 минус дать. Все, есть информация. Откроется ли Шеди? Да, делает размен. Ну и Даки попробует доиграть. 26 хп, перезарядил свой калаш. Он до этого отдал его тиммейту, у которого 100 хп, но здесь перезаряжал сегодня вдвоем свой калаш. Шеди и Не Кузьме. понимаю, что делают. 3 раунда отдали просто так. Они, скорее всего, эту катку зальют, просто подарив, блядь, победу ВП Prodigy. Я ничего не понимаю, что они делают. Вообще, Мидл хуйню, короче, делают. Это гениально. 3 фрага за раунд. По Гениально. итогу статистика 15/9. И у двушки еще 15/8. Да, стреляют очень хорошо ребята. Возможно, последний шанс для Вердан дать камбэк. 4 калаша и Галил. Собираются сразу под А-рампой, но при этом останавливают их гранаты. Шеди сверху пытается пропикать. Молик, конечно, обзор закрывают. И решает скинуть осколочную. Жираф красный остался по итогу. Но двушка падает. Шеди, размен есть. В блайнде дальше стреляется и убегает с тиммейтом глубоко в плент. Но Кузьме хочет постреляться, и здесь не наказывают его. 4 в 3. Как, А Жираф красный, я напоминаю. Мида, конечно, может Экстинкт найти фраг, но там Самфинг с блядь? калашом. У него 100 хп, у него есть дым еще. И, конечно же, второй армор.
И Extinct уходит. Уходит просто к Пушистые тиммейтам. шмели. Будет ли перетяжка под пушистые Бестерс, пока не шмели. ясно. Но даже если так, опять же, Something, Денис Зера, они там все контролируют. Шикарно Но, ведь по всё всей делают. видимости, это будет Наступление у Арампа. них шикарное. Но потом такое сосалово идет, что просто забейте. Ну, это Распикивают просто немного. дупло, блядь. Время еще есть, предостаточно его. Здесь уже дабла их Вкусная. ждет. Под хедшотом. При этом еще Шеди находится на бусте. Его могут просто здесь, скажем так, не прочитать, не будут готовы к такой позиции. Вердант придется переводиться. А Шеди-то сразу сэмочки начнет спрейть. И, 24 соответственно, секунды, я преимущество напоминаю, у блядь. него. Под флешку запустили Ага. Экстинкта. Ага. Кидывается дым в плент. Ага. Молик еще. Бать, нормально? 5. Ага. Гоняет он Да вкусное. нахуй. И зашили в итоге. А, И имбот, еще ясно, минус все, я Шеди репорчу. делает А я Extinct. репорчу, а мне Как у вообще него это похер. Все, получается блядь, вообще? вагбан нахуй. Бомба стоит, Something, выходит с коннектора. Как в дымочек, но здесь нормально? уже Всё, артист да? может его убить. Приходит на 5. Дарит ВП Оттуда Продиджи даже жираф раунд. в спину. Какая-то Не-не, неуверенная тут абсолютно ВП не игра возьмут. в Минус Дефе. Денизера. Как же они проиграли большинство? 4 в 3 Я не были. понимаю, я ничего не Extinct понимаю. очень хорошо вышел, правда. То есть он закрыл на хедшоте игрока. И потом... Знаете, какая идеальная команда? Бля, сейчас все со мной согласятся. Сейчас все со мной согласятся. Знаете, вот самую лютую команду, которая могла участвовать на турнире, не меняя особо составы. Знаете как? Смешайте Вердант с их стрельбой, с их наступлением и заходом на пленты, и команду Одик. Все. 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 Это была бы неубиваемое вообще абсолютно дерьмо, которое бы прошло, я не знаю, как, блядь, паровоз бы по карте просто летало. Да, но, к сожалению, да, такие трансмуты делать нельзя, так что как так. То есть дым. То есть дым. И Тем временем петарда стоит. Мне кажется, они пойдут забирать. Ну, должны все-таки большинство. Понятно, что девайсы не очень. Но попытаться надо. Something открывается под точку, справляется с жирафом. В рампе остается артист и Вульфи. Но смогут ли они закрыть здесь? Дефает просто пачку игрок ВП, но находит последнюю секунду Вульфи. Очень мало времени остается на таймере. Вульфи соло. Где дефьюз? ВП не успевают уже никак. Двушка здесь убивает Вульфи, но раунд проигран. 4 в 2. Нет, стата сама себя не набьет. Как же сейчас было близко. Вердан 7. Бля, пацаны, говорит, сорян, 18-9 игра на HLTV. 100%. Ну вот Стату надо бустить? Надо. Что? На самом деле не к нему вопросы, а вопросы к тем, кто играл на пленту сейчас. Что они сделали, что они там натворили, не понимаю. Двушка 18-9. Гений, блядь. Гений, понимаете? Не гений, а гений просто. Просто потому что, да, и все, я все сказал. Ты, кстати, лайк поставил? Лайк не поставил, что правильно? Отсосал. Поехали дальше. Гениально. Гениальнейший ход, блядь. снова пуш мидла. Экономически делает Опять ВП, вы и там снова его на миду убиваете? падает Сколько игрок у Верда. можно, блядь? Второй Как раз ты их с подряд калаша забирает не девайс перестреливаешь ВП. там, на Но этом только блядском теперь, если генераторе? пойдет на А, тут уже их встретит Ты двушка. что, совсем что И ли? в итоге А? Вердан с плантом угадывают. Калаш Уходит в отдали. точку Б. Сейчас ВП могут реализовать калаш так, что кто-то улетит на лобби. Жираф в 100%. упоре. Это сейчас так и будет по Эль. закону подлости. А, Ну, конечно, вряд ли, какая-то но... флешка. Ну да, есть. у них. А Есть, жирафик Низер, в есть Африке флешка, живет. может закинуть. А Очень жирафик неплохо. не курит и не пьет. Ушли. Но... Тройной смотрите, буст. тиммейтов ворвать. На нахуй. Трипл буст сделали, двушка на Трипл буст. Двойной арабский Размен хват. от жирафа первый. Размен от жирафа, второй, блядь. Размен третий. Размер от Ой-ой-ой. утки, размер от жирафа и кукан неизбежен. 8-10. 8-10. 2 раунда всего лишь перевес. Остается у ВП. Но это плей. Это все равно было неплохо. Это Перед более гигантом. чем неплохо. Алло. Просто обидно, что ребята Обидно. именно в большинстве отдают уже 2 подряд раунда. В прошлом они 5 в 3. Обидно, когда не ребенок на смогли соседа выбить. похож. Вот это Позапрошлом обидно, блядь. 4 в 2 была ситуация. Ах, блядь. Но опять же, некоторые там Так. без броника играют. Раз, два,
3. Поэтому их легче Молики. убить. Кто-то вообще с пистолетом Бам, от бум. начала и до конца раунда бегает. У кого-то Экстин, просто, братик, ну, надо еще раз там не хватает отлететь. денег, чтобы купить девайс. Или подобрать, потому что уже это сделал тиммейт твой. Экстинкт готовит флешечку под Б. Пошла. Жираф Пошла здесь родная, жираф здесь. открывается, на Здесь топ, все, при этом Вульфи, Сайф вообще Даки не в Дак, блайнде был, Никита, но его Герман, быстро блядь, разменяли. Идюши, Вульфи метелки. даже Поехали. закрытый, здесь Кузьмин. Попасть не можем, а Кузьмин имбот не может работает, умереть. блядь, на этой карте, Опасненько. извините. Пока еще не сделали. Залетает раз молик, 4-4. залетает два Молики молик. страшно Стоит, просто смотрит, здесь горит, разбираться, но все Кузьмин плохо. не О горит. боже мой, что нам Минус делать? один Остаемся зере 3 в 3. Экстинкту. Сделали команды. И Сделали по итогу, команды. после Артист, усадки я бомбы не понимаю, Верден что он должны там отходить в делал, сторону блядь. рампы, но падает То ли артист думал, и то ли пытается еще найти размен. что-то. Два красных. Вульф и Два Даки. красных, Ну, пиздец. просто Раз сажать и соперника. 2, Минус блядь. И Вульфи. счет Даки 11-8. пытается Добрый за белым вечер. выжить. Клаша есть. Минус первый, но сразу А двушка. начиналось-то красиво! Фраг. 11-8. О боже, блядь. Деньги у Вердант будут или нет, вопрос. Видимо, что... Будут. В следующем прям по турнире минимуму, все да. будет у всех. 2700, 3000 Да. только у Экстинкта. Молодцы, 4+. ребята. Это результат того, Молодцы. что ребята против эко и плохих баев Молодцы. теряли супер много девайсов. Двушка 21 килл уже настрелял. Двушка, блядь, хату И загрузил на теперь- эту игру. Ёбаный в рот, блядь. Сейчас 21 килл. 21. Парень просто им надо пошел победить пофаниться, раунд, блядь. где только 2 калаша 21, боже. у их соперника. У него даже аватарки и нет Даки у двушки. Решили Просто под ноль потому сделать что. закуп. Потому что он При этом, Блэкмен, блядь. 1500 Его примерно. не видно вот в столько темноте. оставляют Поехали 3 дальше. игрока еще, но лоус-бонус небольшой. Сабина, это У Верден, нормально. поэтому я Кролик не научился, знаю, и ты там, на что они научишься. будут дальше закупаться. Пробует Ага. ворвать на А. Пробует Жираф вырывать первый на А. выходит стэком. Сказали они и проебали Двушка. раунд. Поехали. 8-11. На Ай-яй, нахуй. это что за молик такой? Молодец, блядь. ПП, вы чего творите? Подожди, Ниндзера. Ой-ой-ой, красота-то какая! Эйс не дали. Добил артист спешки. Казалось Его, бы, естественно, а на разменяли решающей цементом, прочитали игре нахуя чекать цемент? Зачем? У ребят с Ирландии, у двоих, Эль стынет, им вообще похуй. У них уже пора, блядь, все. Понимаешь, не прочекать цемент при счете 8-11, это гениально, блядь. Гениальнейший ход, блядь. девайсом. Это лобби, друзья мои. Да. По сусекам на Это таверна. калаша, один галил. Таверна Гранат ждет, по блядь. минимуму. В основном смоки и флешки. И тактическую За паузу берут, заметьте, 4 не Верден, моря, а за ВП Продиджи. 4 солнца. При этом, ну, ты британцам надо меня как-то 4 раунда увез бы. отыграть подряд. Отыграют, да. С Анубиса они сделали Обещал камбэк мне со счета всё 3-9, на и потом еще со счета свете. 10-12. Была такая история, Говорил, но что я здесь это гораздо твоя сложнее сделать. королева звезд. Я ебал, что здесь Вердант натворили. Они сами в ахуе сидят. Кстати, И пожимайте самое лайк за такую главное, встречу. а зачем? Ну вот зачем брать тактические паузы? Я предлагаю взять на 15-м раунде. Да. На 15, когда будет 14-8. Влад. Максимум что-то до 13 играем, но ничего. Сейчас формируется вторая Нахуй пара надо. Согласись? полуфиналистов. На нахуй. Падает сразу Шеди. Зачем открывался один? А просто так. Непонятно. Потому Можете у него что после игры спросить. я дивергент. Никто с тиммейтами не выходил стрелять с рампу, кроме него одного. По итогу. Плюс девайс для Вердант. Тут уже, извините меня, А у чё они артиста делают? АВП появляется. Просто Шеди АВП дает и мидл поджимает ВП. Пробую найти размен. Но они отпустили практически полностью точку А. Ну не практически, В смысле, а блядь, отпустили. практически они просто Никого ушли сейчас оттуда. нет из опорников на этом пленте. Но Вердант не спешат. Они выходят потихоньку, дым в коннекторе обновляется. И все же бомба будет стоять. 4-5. Будет Ты с бомбой долго бегать будешь? Размен один. Ебаный твой рот, блядь! Размена больше Ставь нет, нахуй! пусть мне Хватит падает. фидить, блядь! Двушка и самфинг уходят. Горит просто всё, на блядь! сейф или нет? Этот со смоком в Девайс ульфе себя стоит, такой нихуя кинуть не ситуации, может. что- Опа, двушечка на Круто, нахуй! но Ага, хорошо 23-й. двушка вышел в Смотри, тим. раз, поехали, Но блядь. тиммейт его Хату погибает. гружу на двушку, И поехали. теперь 1 в 3. В лобби родной всех. Надо уходить. Смотри, смотри, самоотсос, Девятый если двушка есть. сейчас сделает, блядь, клатч. Раз, деньги. поехали. УВП.
Блядь, будь наверное, мужиком, не всё-таки уходи! будет. Да. Пиздец, Двушка я в сможет тильте. М-ку дать кому-то, например, Самфингу. И Нахуй. Денис Зер, Кузьме, мне кажется, Блядь. закупится. Шейди тоже может взять фармилку там или ФАМАС, на что хватит. А есть также опция сделать 2К. Пиздец, блядь. То есть бай до 2000. А в клиник холодно, в оставить клине не денежки, знаю, в клину сделать нет. счет 12-10 и В уже клину с него говной воняет, блядь. пробовать закрыть. Ну, аккуратно здесь сыграли. Ну, просто у Продиджи Самсунга на самом деле правильно 1400. сыграли. Ему Да, только правильно. дроп Мог нужен. бы просто закрыть и У закончить Денис эту Зера игру. хватит на М-ку с Очко первым шлю, армором блядь, и их. одной гранаты, а у Кузьмы и Шейди вообще мало. Мало. Да он с пацанами забился на кальян, ёпта, двушка, что, блядь, 30-10 сыграет. Ну, правильно делает молодой, ёпта, почему нет? Что, допустим? Двушка красавчик, блядь. Может за ВП быть, болеешь? она им поможет, а может она поможет А команде Virtus.pro, может, кто знает. двушка поможет? Та-та-ра-та-ра-та-ра-та, Мы видим всё-таки то, что та-та-ра-та. ребята О, техническая не нахуй. пытаются. Это тактический Двушка тайм-аут от перекинул команды свои Вердант. гранаты Нихуя Денис себе. Зере. Говорит, бля, пацаны, говорит, в какую кальянную Да, пойдем, он не пойдет. знаете, говорит. Вопрос. Давайте вот в ту. Да, пойдем, да, все. Эля ВП возьмете, на да, говорит, сейчас экономических привезем, все, очень поехали. часто поджимали мидл и находили там энты. Столик забронируйте. Это было прям постоянно. Ох, Когда они блядь. за диффенс играли. И если они сделают так же сейчас, Это и Вердан фееричный снова не будет готовы, момент. то это уже Фееричный. халявный Так. коллаж. Я один жду, когда опять Ну, ебальник либо говорил, отлетит да? на этом. Но в данном случае А, класс, нет. потому что Extinct стоит здесь, смотрит поджим. Но ребята Так. пошли... большинство Бля, если своем сейчас пода, ВП отдадут теряют эту сразу игру, двушку. это В будет Б-пункте пиздец. Также Жираф забирает Я Кузьму, не он знаю, можно это пачку будет ставить, вообще песня, это блядь. 10-й 100%. Это 10-й Главное, 100%. вот, ну, калаш уже не подобрать. А да? калаш не подобрать. Калаш потерян. Да, калаш Потому что потерян. на Б стоял как раз таки двушка. Ага, Он первым умер. ага. И все. Хайс Эстонии. Здравствуй, итогу родной. взял себе Жираф, который был в начале раунда с Галилом. Калаш взял жираф, который был с Галилом. И у ВП Продиджи остается 2 попытки всего лишь. Ауна. Если ты пушистый кролик, прыгни раз. Кстати, забыл сказать, что это Кофилн Так, Кап. Something. Если помнишь, Ну не знаю, так и вряд ли Такого перестреляет, хотя вообще. подождите, пробует. Ничего себе. как деньги, Дальше прекрасно, будет Флэм. прекрасно. Стреляться калаш А в телегу через но выживет ли такие доны Something можно здесь? попасть? Брат, Вроде я хуй его успевает знает. играть, Я могу да? отдельную тебе ссылку дать. Нормально. И еще армор Денис Зера И всё. поставил. Неплохо. Неплохо. По на первой самом деле. ебани. Паш, спасибо. А что ты разве задонить не можешь? Как так-то? Гробаный в рот, да как так-то, а? 10-12 счет, поехали, бай. Если сейчас ВП вот этот у раунд Вердена всё по проигрывают, стандарту, то да? все. Супер хороший закуп. Просто Лошами сложный Савиком. возраст. И у нас Двушка вылетел. техническая Смятая Двушка. постель. Выходит Ну, а Серга. плакать лучше в дождь или в Непонятно пока в чем метель. причина. Возможно, Причина просто в том, что вылетела, надо может, сбить, что-то блядь, случайное, темпо, может быть, успокоить Свет команду, вырубился, поэтому он надеемся, вылетел. Хватит, блядь, пиздеть. он вернется. Я все знаю, у меня все ходы все записаны, блядь. Пока напомню, друзья, Да, как напомню. у нас проходила Давай. эта встреча еще разок. Давай, Первая давай. карта была Дай, Энши. другалечек, ага. Это пик команды Верден был. Правда, вот закончился он Канадский со дул. счетом 10-13 в пользу Могу, ВП могу. Продиджи. После этого Так, карта Анубис. так. Шикарный старт на своем пике сделали ВП. Ага. Вели 9-3, но 9-3. проиграли пистолетку вторую, и потом пошло-поехало. Верден А потом дошли как в тумане, до нахуй. счета, кажется, 9-9. Блядь. Нет, 9-8. И потом... А потом только ВП хер, 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 начали хер, брать хер, раунды хер, за хер, хер, хер. первые. Сколько это Довели всё херов? до 12-10, Много, блядь. Но Верден в Вели своем со счетом репертуаре, как они 9-3. любят, да? Да. Пошли на третью Перевели карту. всё на допу. Молодцы. И на допах закрыли 16-14. Мгм. У них 16-14 в групповом этапе было 2 матча закончено, и тоже Да. на Анубисе. То есть у них Мгм. 3 из 3 Анубисов выиграно на овертайме О, с одинаковым пожалуйста. счетом. Причем не против кого-то там слабого, да? Ты забрал её из Они выиграли против Говорю ей, Gun5, что которые ты в полуфинале будешь, но уже, пустили её по кругу. если что. По кругу, по Они выиграли кругу, по кругу. Инсилио. Пустили вчера твою И подругу. после этого Инсилио, сами знаете, да, что Здравствуй. сделали? Что там произошло? Там просто Привет, минус Тули 3, большой. по всей видимости.
И сейчас они закрывают О боже, команду блядь. VP Prodigy, которая вышла из группы А со второго места, обыграв 2 раза Академию Spirit. Вот такая ситуация. О, И на салюты. Vertigo, ребята, пробуют сейчас сделать камбэк со счета 8-12. Камбэк. 2 раунда они уже взяли подряд. Но сейчас будет самое настоящее испытание. Щас начнётся. Потому что у ВП появляется, во-первых, засейвленный калаш от Самфинга. Так. Во-вторых, сейчас двушка зайдет, скорее всего, на сервер. И Так. может дропнуть Может. АВП для Шеди. При этом сам останется с первым или вторым армором. И Мгм. будет с калашом. Ой, с калашом, говорю, с эмкой. Мгм. И вот тут уже реально будет Реально. трудновато для Верден. Но если они этот раунд одолеют, посмотрите, луз бонус не максимальный у ВП. 2400 это только половина от максимума. И там уже, если Верден закроет 5 в 0, допустим, никто ничего не засейвит у защиты, вот там уже камбэк может произойти. Поэтому Привет, ВП Лёв. надо сейчас Чего максимально говорит уставший? собраться. и закрыть- Респект за ток и труд, и я не только про турик. А как этот спортцентр называется в Балашихе? Метеор. НБ успею перед треней заскочить. Да, спасибо. Практически в призовые. По крайней мере, минимум их ждет матч за 3 место, если они проиграют победителю так пары вот. Аркред. Харрис, как ты прокомментируешь ситуацию, что сегодня был запущен Майнкрафт, скажи мне, с модами? Вот скажи мне, вот, как ты можешь прокомментировать сие ситуацию? То, что Майнкрафт, 1500 модов. Накрутил 1600 лайков, 700 просмотров, блядь. Эй, бля. Просто кому-то повезло, а кому-то нет. Техническая пауза у нас подошла к Дурной, концу. блядь. Вульфи уже сразу скидывает Мое конец почтение. вместе с О, тиммейтами. подвискарное Они готовы уже. заходить на Арампу. Спасибо, родной. Спасибо. Где же приемочка? Денис Зера пока в габе. При этом он погибает вместе с двушкой. Один размен только от Шеди, но его тоже находят за цементом. Что происходит в этом раунде с ВП? 1 минута 30 секунд. Просто И уволили. они все просто в спектаторах. Летают. Наблюдают за самфингом. Ты мой Где вообще оборона ночной от мотылек, летаешь, летаешь, Это вот для меня летаешь. просто загадка. Как, верно? Это, блядь, Вот не так спокойно, загадка, как все домой, это, дверь сука, раскрывается с ноги. допы, Заходит блядь. просто, не разуваясь, ничего. Не разуваясь, ставит бомбу, нахуй. И, всё. И самфинг с Кусми сейвит. Самфингу Ох, будет 3000 блядь. шансов дать. У Кусми, но только если ФАМАС даст. О, добрый вечер. Кусми... Ай-яй-яй, Ля, подловить бля, нужно. кролл. Подловить нужно здесь соперника. Съебався. Что было там? Кто был? Видел, Какой-нибудь прыгал как? Артист. Ну у артиста чек. Поэтому не обязательно. Да, его Опа, убивать не пара, обязательно, но папа. гонится жираф и убивает самфинга. Один размен с Кусми, калаш. Подберет, нет, подбирает. И один калаш только один остался. девайс по итогу УВП засейвлен. Сейчас будут плохие ганы. Плохие ганы. Всякие фармилки, да, Блядь. вот уже двушка. Короче, в следующий раз, если собираю состав команду, сделаю ник «Плохие ганы». Да, или ведро гудрона. Блядь, по-моему, гениально. Да. 5 жирафов. Не знаю, блядь. Фрагов, потому что на Анубисе он набил 28, я еще раз напомню. Прикинь, на мажор выйти. Сыграл С ником, плюс с 12. ником команды ведро А здесь гудрона. он в КД выйти не может. Ну, видимо, Вертига не его карта просто. У нас нет подробной статистики про ВП Prodigy, как они отыгрывают. А чё, Vertigo, нормально? Просто банально, потому что ВП Prodigy Чан кефира, играют блядь. первую карту на Хуй ХЛТВ, знает. первый матч на ХЛТВ, спустя Старикоска, 1 год спасибо. практически. У них последняя игра была Мое почтение, мои 18 хорошие. декабря в прошлом году. Я И там знаете, о вообще чем был другой задумался? Да, другой состав, как сейчас помню, да. Скажите мне, пожалуйста, вот я вот задумался, вот мальчики, вот когда вот смотрят какие-то турики, да, допустим, они могут пить пивандепола. А девочки, они тоже кирогазят или нет? Есть кто? Вискарик сейчас глушит девчонки? А? Интересно даже. Время. Или все только чай? А? Что, смотрим, друзья, возможно, Да. финальный да, раунд, блядь? возможно, нет, но Там выбор точно был. финальный Винишка. раунд Винишка тян? основного Одобряю. времени. Раунд под номером 24.
как-то смогли Магия. закупиться ВП. Могу. Становится 2Б, даже втроем где-то в моменте, потому что двушка особо мид не контролит, он больше в КТ стоит, ждет врыва с этой зоны. Вот это Ну а верно. Вердант собираются пока под Арампой снова. На этот раз не такой резкий выход, но при этом ребята тщательно готовят свою атаку. Приятного времяпровождения и хотел бы поблагодарить. На стриме турнира нашел будущую Кого? жену и придется Полетели первые скоро гранаты, жениться. Шеди здесь на стрейфах. Юленьке привет. Готов А Юленьки, привет. Даки выходит первый. Я сразу говорю, Естественно, если цемент вы надо как-то не проверять. позовете на Молит тройник, на это нужно нам брать. разговаривать не о чем. Спасибо. Денис Зера сразу на это должен Прикоска, реакцию уважение, сразу, уважение. например, скинуть дым. Особая Втроем стоят подпивасная на А, дивизия. ВП. 35 секунд. И смотри, они уходят, что ли? Не верю. Нет. Идут до конца на. Мне сначала показалось, что реально могут на Б уйти, потому что на Стессе пошла суета, минус Шеди, минус Экстинкт, но и Денис Зера принимает даки. Большинство артистов выходит на разных спасает, двушка падает, 2 на 2 сам. 2 в 2, блядь, остаются. Жираф, нахуй! Пачку надо подбирать и ставить, но Это Кузьме не убивает жирафа. кризис. И Ульфи один. Два Как жирафа, ему блядь. выигрывать? Это ГГ. ВП все-таки дожали, но было очень напряженно. 2 жирафа, Супер близкая блядь. игра. И я на самом деле рад, что Пивоводочная, Virtus.pro о. не допустили супер глобальных ошибок, так как они действительно могли Гринечка, здравствуй, снова нахожу, а чё ты улететь на здоровался? овертаймы и там проиграть. А? Но это Но. третья команда, которая выходит у нас сегодня в полуфинал. Поздравляем команду VP Prodigy. Ждем. Я не пойму, что у него? Ричи написано? Чего? Ой, тайный фан. Я пью водичку с Мы увидели Ля, очень блядь! плотный матч от команды Virtus.pro. Ля! За сегодня Ебать! вторую карту они доводят до критического состояния, как будто бы на прошлом Чего? Анубисе они сыграли там раундов 30. Блять! Сейчас довели все до 24 раунда, но по итогу Нихуя! выиграли матч. Поздравляем их с этим. Сережки, у тебя есть мысли по поводу увиденного? А? Ну, слушай, как я и сказал, допов не будет. Да, Блядь. было близко, да, было жестко, но допов по Красивый итогу не пиздец. случилось. Я бы ему вду... Что Это можно хиппи. сказать в целом по матчу? Ну, вообще, наверное, этот матч... Нет, а почему нет? У нас, блядь, аналитики вообще на самом деле гениальные. Тренер женской команды Team Spirit и хиппи просто с улицы взяли, хипаря позвали, сказали, брат, надо зарешать. Он говорит, вообще на нехуй делать. В карте просто турбозвук вперед 9-3, потом камбэк. Пиво и без допы, водки, и деньги понятно, на ветер, да. согласен. Здесь вот, по Как крайней мере, говорила поначалу Ника, всё выпила чуть-чуть водку, чуть-чуть. береги То есть пилотку, ребята да, вообще блядь. друг друга далеко не отпускали. Там один раунд одна взяла, другая, и это было интересно. Такая качельная ситуация. Кто же все-таки окажется Качельная победителем, кто же ситуация. все-таки окажется сильней. Ну, да, потом в какой-то момент что-то пошло не то. Что-то пошло не то, но все равно ребята шли прям нос к носу. Но итог мы видим такой, то что все-таки, во-первых, допов не было. Это раз. Выебываете, А все на аниме во-вторых, смотрит. что правильно. вы Нормальный сделали, человек. молодцы. Не то, что вы. Привет. Давно у тебя не был На ваших экранах вы можете пронаблюдать лучшего игрока. Катаночка, в решающей спасибо. карте. Это двушка, он набил 25 фрагов. КД-2, КПР-1, чуть больше даже единички у него. Я могу отметить, что очень уверенно снова же Virtus.pro играли за атаку. У них все раунды были... ВА. Приятнейшего просмотра, ВП молодцы. Поддерживаю наших СНГ. Ну и любимого, красивого стримера, конечно. Вот это правильно. Поэтому, если поддержишь любимого красивого стримера, надо скинуть жопу, блядь, в личку. Да, спасибо огромное. Миралик, как всегда, с нами и, как всегда, зарешала. Все правильно. Спасибо, ребят. Девочки сразу активизировались, а? Сосочки встали, сучки, а? Сделать фраг с того буста. Ну, это показывает, что команда готова. И Готова. в моменты ретейков, когда... Как мамка напряженная после ситуация, выпускного, готова блядь. что-то придумывать, думать, А. разговаривать. Короче, они заслуженно вышли. К этому я клоню, что они хорошо играли за атаку. За КТ, конечно, была небольшая проблемка. Они начали отдавать раунды, там, особенно под конец, не смогли закончить. Но это неопытность. Все же Virtus.pro Prodigy на то и академия. Там они будут учиться опыту. И то, что они вот так, спустя там несколько месяцев с анонса, они уже вот дошли до полуфинала на Hardplay Cup 8. И также я хочу отметить, что на прошлом хардкапе они вылетели на 9-12 месте, то есть даже не вышли в плей-офф, и сейчас они вот спустя там 2 недели вроде очень апгрейднулись по результату и вышли уже в полуфинал, где сыграют с победителем последнего матча сегодняшнего, Рекрет против Авроры. Понимаешь, как же так-то? Про водичку с персиком ничего не сказал. Чего? Как? О, я пью водичку с персиком.
Блять, Ник, я очень сейчас хотел пошутить про персик, но воздержался. Извините, пожалуйста. Пу-пу-пу. Да. Спасибо, дорогая. Приятно. А сколько допов будет, это пока что история умалчивает, понятное дело. Но я думаю, что прям какого-то супер Осуждаю, спокойного блядь. 2:0 мы здесь смотреть не Асу. должны от слова Асу. совсем. Что те играют прям вообще круто, великолепно. Видел их не единожды, поэтому думаю, да, 2-1 в чью пользу тоже пока что не подскажу. Не знаю, хотел... Здравствуйте. Я хоть не знаток CS. А? Мне интересно наблюдать за всем этим. Точка и удачи вашему О, сыну спасибо, на спасибо, заре. да, Я взаимно. знаю, как человек, занимавшийся О. это тяжкая психофизборьба. Вот, вот это верно. Сошлись Особенно на мнении псих, того, кстати. что Аркред вообще выглядит очень уверенно, и как будто бы они А? могут выиграть этот турнир в целом. Ну и я вкинул такую небольшой фактик от себя, как будто бы победитель этого матча точно будет играть в финале, потому что хоть ВПП сегодня и выиграли, но как будто бы они выглядят слабее на фоне Аркред, ну и на фоне Авроры и Янгблат они тоже будут выглядеть 100%. слабее завтра. Вот, то есть, ну, я заочно, так сказать, поздравляю одну из этих команд с выходом в финал. На это мы решим завтра. Пока Ясно, я поставил. тоже за красивый Counter-Strike. Поставил за красивый, да. Я не знаю, начнется ли матч сейчас, или там будет небольшая пауза. 5 минут нам говорят в ухо. Я думаю, мы уйдем. Какие-то космические силы. Спасибо, Да. подпись. Я думаю, мы уйдем на паузу, и уже Хэнди вернется с комментированием последнего матча на сегодня, с последнего матча финала. мне такое не говори. Я бы здесь не только хату, я бы весь подъезд, блядь, загрузил на Аркредов тут. Вообще прям, просто вот прям и все. Это самая интересная игра, которая сегодня вот для меня будет. Я очень хочу посмотреть, как, ну, предугадывая, да, то, что Аркреды выйдут, как все-таки, вот какое место они займут. Промо на 2К, лайков нет, 3К. У вас 3К. Вы уже давным-давно поставили, я не знаю, что вы сидите. Втыкаете что-то. 18К на Аркредов улетело. Я не знаю, я бы грузанул на них. Я не призываю, но просто вот говорю, если бы я ставил, я бы загрузился здесь на Аркредов, причем прям процентов на 80 того, что могу. Не-не-не, не проиграют они. Не-не-не. Аркреды очень сильно, они сейчас в какой-то невероятной, блядь, форме находятся и... Не то, что невероятные, но они, блядь, они реально сильные, ребят. Часик. И 4-4 команды остаются. Разворот неужели на мидл у нас сейчас будет? Или же все-таки закончат на планете? Бомбу потеряли Аркред. Просто оставили ее на тест. Ничего даже говорить не хочу, очень интересная игра. Побежал Шеги за пачкой. Но здесь Руйджин с планта стреляется. Наверняка уже заметил игрока на шарте. Падает Хурц. Как-то все очень замудренно у команды атаки, но в конце концов 4-2 Аврора в большинстве. Размен есть, время также есть на установку 4-2 бомбы. было. И уже Шеги ее ставит. Два игрока с банана бегут ретейкать, один будет с КТ, Китов 2 в нет, 2. падает Бликси. И один в один по итогу DSS остается. Серьезно, сейчас просто Аврора 4-2 проиграет. Малинов красный. Ой-ой-ой, DSS. Зачем? Ой, читает. Пикает, играет максимально на время. Пытается выиграть раунд. Фейк дефьюз. DSS обходит с КТ. Он понимает, что, скорее всего, нет китов. У оппонента проверил никто пачку. Просто не умом. дефьюзит, и это раунд за Аркред. Я не могу в это поверить. 2 в 4. Ребята закрывают. При этом DSS дает минус Очень 3. жестко. Очень жесткий хорошее коллектив. начало. 4 в 2 они вытащили. Так, показывают нам немного реплеев, но здесь, конечно, DSS доиграл один в один просто как тир-1 игрок. Самый... Чатик, у меня, еще раз говорю, не открывается. Аврора, Янгблат, напомните.
где кто какой. Я имею в виду, кто из каких стран коллектив. То есть просто не надо, кто откуда, просто скажите страны. И также по Аркраду. Хотя по Аркраду у меня где-то инфа была. Турниров на Аркрад, National TV. Да, играют абсолютно разные по-моему, турнирчики. Украина Вот, например, один, сегодня, два кстати, русских. Аврора Youngblood и 2, уже играл в одном Best of 3. по-моему, узбеки, да? С командой Анонима, они 41 в Аврора мире сейчас. фул Россия. Как вам, кстати, стак Б-плента? Оба Это чисто коллектива, это австралийцы ребята пиздеж. сделали, да? Но Аркрад, естественно, заходит на другую точку. И сейчас просто поставит бомбу. Здесь Аврора будет все второй раунд. русские. 2-0 закрыли. Аврора Youngblood Анонима. Но там не было Инферно, зато там было Вертиго. Вертиго, пик от Авроры, опять же. И в этом матче тоже. И там был счет 13-4. Спасибо. Я оказался прав. Что я Поэтому гений. что-то мне подсказывает, если Инферно уходит за командой Аркарет, то это просто может быть размен пиками и 2-1 закончится в чью-то пользу. Так, ESS минус 3 сделал, и с Мактена Invisible добил остальных. Ну вот сейчас первый бай начнется. Сейчас будет Опять же, интересно. повторюсь, у Авроры есть хороший снайпер Изи. Его выставляли за основной состав играть. Один раз так точно, я помню. Но потом Аврора подписали Дениса Жукова Деко. И Изи снова теперь играет за Академию. Да, за основной состав он провел 3 Best of 3. Одно выиграл, кстати, это было против австралийцев, чемпионов называется, прошлого раунд. Hardplay Cup. Это команда Thunder Flash. Поляки тоже. Ну и, собственно говоря, продолжает свой рост уже в Академии. Шигео забирает двоих, но быстрые размены в ответ. Малинов также закрывает Invisible и Руиджина, и все-таки Шеги один против троих. Как-то Аркарет странно рассыпались, вроде на Маране неплохие размены, но на миду теряют двоих, и Малинов должен добивать последнего. При этом на таймере всего лишь минута 20 времени было. Странные движения от Аркрада. Немножко не понял я, что это за мувы, зачем они вдвоем туда побежали. Что по закупу у Аркарет готовится? Галил. Нет, один только Галил, да? И при этом 3 калаша. Invisible с диглом. В целом можно выиграть. Здесь очень таким хочу именно набором посмотреть. девайсов, но будет непросто. Гранат меньше просто у Авроры. И они, естественно, там банан, условно, уже весь в моликах, в хаешках. И это в большинстве своем со стороны защиты летело. Могут дальше продавить Шигео и Бликси. Урслорд открывается под апартаменты, проверяет здесь аккуратненько все. И с тиммейтами сейчас может залететь просто на точку А. Малинов в пленте. Убрали, кстати, на балкончике перегородку. В итоге Курц выходит, сносит голову Малинову. Размены неплохие для Аркрет, но здесь спасает ситуацию Изи. С эмочки он еще продамажил неплохо так Руиджина, оставляя ему 6 хп. Ну и теперь, возможно, ретейк нас ждет. Хотя пачка у Шеги, он бежит только по секонд миду. DSS падает, Руиджин красный один на точке. И с ним могут расправиться. Дым рассеялся Пачкой на они малых. здесь, конечно... Не понимают до сих пор, как будто Аврора, где соперник, куда они пойдут. Потому что на Б оставляют Бликси. Но уже должен был слышать Шигео, что зашли на плент оппоненты. И тут даже ставится бомба. Смока нет нового на малый, поэтому придется стреляться. Есть хедшот по Шигео. Пытаются забрать Изи, но это уже задача посложнее. Хаешка идеально взлетает, Руиджин. Один килл только делает Хае гений. Изи. Закрывает. Изи очень жестко прокинул. Квадрокилл, вот о чем я и говорил. Очень жестко. Индивидуально этот игрок очень хорош. И мне кажется, топ-2 в этом составе это Бликси. Бликси тоже молодец. Ребята на буткемпе были. И не один раз, если я не ошибаюсь. Сейчас не знаю как. В Сербии они находятся или нет. Но результаты у команды... Ребят, сейчас в целом идет самая неплохие. интересная игра. Это Держится играют топ-100. Аркрат уверенно. и Аврора, И могут Янгблад. расти Я и идти думаю, только что вперед. Ну, вот это из будет Академии, если мы очень берем, плотно. BO3 играют, только историю, начали. Заходите, да, зачем их вообще обязательно. делают? Выращивают талантов, плюс также. Я, кстати, конечно выращиваю же, талантов.
это еще один состав, который находится у тебя высоко в рейтинге. Пример тому Mouse NXT, Navi Junior, где очень много игроков пришли в основу. BIG Академия тоже очень хорошая. И, например, у нас играли Энс Академия на этом турнире, Аврора Youngblood те же самые, Спраут Академия была. И некоторые ребята действительно подают надежду, что в будущем они будут очень хорошими игроками. 4 в 5 теряют Аркред Хурцлорда, пробуют задавить аплент, но здесь Blue White открывается очень смело, но в конце концов закрывает Invisible. Изи дает также шот Ройджину, падает DSS. Дичь абсолютно творят. И я вам хочу сказать, что Аврора в этом Вообще раунде лютую дичь. оставляет просто без шансов своего противника. Аркред как будто потерялись Здесь, по конечно, игре. за дефенс, если ребятки наберут, ну, раундов 7, уже будет комфортно очень, мне кажется. Не знаю, опять же, как Аврора в атаке будут себя чувствовать. У нас есть небольшая статистика. Решил TV, опять же. По Инферно у Авроры не так много карт, но оно понятно, потому что пик это Аркред. Но и в CS2 Аврора Youngblood не играла. На Инферно тут статистика предоставлена только именно с CSGO. А вот Аркред играли, ну, 4 игры. 2 выиграли, 2 проиграли. Здесь не сказать, что суперсильные соперники, но есть одна команда, это Bad News Eagles. Тем 0 временем, закрыли. друзья, закрывается раунд еще один команды Аврора. Тут по большей части денежки хотели Аркред на следующий раунд накопить. И сейчас мы их уже увидим в деле. С девайсами. Да, Я начало пока как будто ничего хорошее говорить для не хочу. Авроры. Ребята со счетом 0-2 Я не понимаю, чё они. делают уже серию из 4. Комбинация на банане пока не проходит из-за молика, но его потушили и флешку все-таки накинул. И тем временем врыв на гладку. DSS закрыл. Блювает на минус, еще полем Малинову взлетает. А как? Сейчас вообще я не Просто- понял, что делала Аврора. Я не знаю, мчатся как ураган. Игроки Аркред. Они Сносят резко всё на Аркред своем начали пути, быстро всех пробежали и опорников. все. И просто У них смели получается всё. прям шикарно. те вообще не Здесь ожидали. Зайти. При этом прошлые раунды мы смотрели, и там на А оборона показывала себя достаточно хорошо. Они закрывали всякие выходы. Но теперь 4-3, и Аркред останавливают серию. 10 на 5 идет DSS. Очень хорошо. У Авроры выделяется, наверное, только Малинов и Изи прямо сейчас. Размены. По итогу сейвится всего лишь один девайс от Шигео, и то не факт. Он идет в открытую. Однако по итогу решает все же спрятаться в апартах. Но встретит ли он тут Invisible? Вопрос остается открытым. Видимо, нет. Много реплеев. Да, здесь DSS буквально на ноже бежал. Обливать стоял с гранатой. И, естественно, не успел игрок в лапсах подготовиться к дуэлям. Смотрим далее. АВП у Изи. Ну, за счет, опять же, серии Аврора обладает средствами, чтобы Аня, я думаю, что там аналитики просто говна Снова работают. закрыть раунд. Изи Конкретно вот по этим промахивается играм они с как АВП. будто не знают друг друга. Даблзуме при этом был. Не получилось сделать фликшот. Аркер хотят сделать дроп-апсы раунд. Просто вчетвером сюда идут. Плюс Invisible должен как-то саппортить. Но как раз весь фокус сейчас на него. Возможно, он играет именно отвлекающую роль в этом плане. Малинов падает, сделав один минус. 4 в 3. Аврора Youngblood в большинстве, но все еще есть возможность у Аркер зайти на точку. Охренеть, Две они хаешки играют. скидывается на малые. Blue White также отдает зажигательную гранату. Бомба ставится. И мы с вами смотрим на стадию ретейка. Обновляется дым на малые со стороны атаки. Здесь в идеале, конечно, флешечку накинуть и ворвать, но Курц убивает двоих. Размен от Бликси. Достаточно быстрый, но уже большинства нет. Даже наоборот, Бликси остается один. И Шеги здесь его, скорее всего, убьет. Да, 4-4. Я уверен, что раунд вот этот
делают не первый раз команда Аркред. То есть они просто берут и паровозом дуют в этот плент, да. А команды у Авроры сейчас было охрененное преимущество по расстановке на карте. Они до талого стояли мид, потому что они не ожидали, что там вышли все. Это очень странно, и я не думаю, что это нечитаемый раунд. Не решился на тачку прокидывать Шеги, но при этом банан занимают игроки Аркред. Сделали энтри по Шигео, дальше Бликси сразу разменял. Здесь опять же калаши против эмок, пока денег хватает у Авроры на закуп. Но это последний закуп, нельзя больше проигрывать раунды, иначе придется с пистолетами уже сражаться. Это не есть хорошо. Бликси под флешечку будет Изи выпускать. Он здесь с авиком пропикал, никого не заметил. При этом Изи, кстати, без армора, что тоже важно. Оставляют на банане одного Шеги. Здесь он может на самом-то деле позвать тиммейтов, если те решатся мидл занять и потом развернуть атаку под Б. Но сразу приходит, и что делает Бликси? Просто отпикивает с Изи позицию на банане. Сделали ребята по минусу, разменялись Аркред. Нельзя это мазать при было. этом, при всем Изи выжил под флешку, будет закрываться из стройки, но Молик мешает, и все-таки есть килл по Хорслорду. Изи живет как может, нужна помощь от тиммейтов, DSS разменивает, знает про игрока на гробах, релоудится, дают ему это сделать. Малинов подходит к банану, блювает, тем временем обходит с церкви в сторону КТ. Фейк дефьюз, и Blue White закрывает. Фейк дефьюз, говорю, фейк установка бомбы. 5-4. Аврора все же впереди. Не хватает, конечно, у Аркред пока Хорслорда и Руиджина. 5 фрагов на двоих. Я так скажу. Показывают нам реплейчик, где вот Изи сначала промахнулся, но все-таки он, когда отпикивал с тиммейтом банан, сделал фраг. И вот тут очень важный минус тоже. Если бы он умер без килла, там могла ситуация вообще поменяться. Я думаю, что это за теров они так играют. Установилась, и могли вообще Аркред 5 забрать. Малинов стартует в апсах с Изи. Здесь хороший сетап, калаш плюс АВП. Должен срабатывать, если откроется под них Хорслорд. И он, видимо, откроется. Изи. Нужна хорошая реакция, и есть попадание, но Малинов умирает. И при этом Руиджин в живых остается. Хорошо пикнули Аркред. Разменялись по итогу 1 в 1. DSS. Минус по Изи все-таки делает. И голова Blue White тоже подставляется. Не получается у него на А-опоре сделать ничего. Шигео отправляется на сейв. Это 5-5. Ну, не знаю. Ну, не знаю насчет теров здесь сильной стороны. Такое. Тут все по-разному Здесь, говорят. кстати, можно даже не засейвить Шигео. Руиджин ждет и попадает. Руиджин попадает. DSS 15/7, кстати, идет уже. Очень хороший счет у него. 10 раундов позади, остается совсем чуть-чуть посмотреть до смены сторон. Но мне пока в целом нравится, как Аркред атакуют. Начали они не очень хорошо, 4-2, но дальше включились и вот уже могут даже... Удивил меня Руиджин сегодня. Первую половину. Очень удивил. Бай под 0 от Авроры, при этом здесь нет эмок. И даже каких-то МП-9. Одни тиглы с 5-7 падает, сразу Blue White. В А-доме минус также Шигео. Всего один килл со стороны Авроры в этом раунде. Конечно, не есть хорошо. С другой стороны, по огневой мощи ребята уступают. Здорово, наверное, ожидать чего-то серьезного. Падает у нас по итогу Малинов с Инвизиблом. 2 в 3 Аврора, но... Можно же просто пойти втроем и разменяться. Минус вот единственное то, что пачка в яме, да. Подбирают ее ребята, дым пока. Закрывать здесь проход, но как нашили вовремя Бликси и Изи. Может быть, услышали прыжок, или что произошло. DSS тоже умирает. Да ладно, Бликси закрыл это. Если Паркред не забыли пачку в яме, они бы спокойно вышли на аплент. На пустое А.
и выиграли бы, скорее всего, 6-й. Но как тут перевернули Аврора, посмотрите. Вот эти темы с пачкой. Я не помню, что я последнее смотрел. Что-то какой-то был момент на про-сцене. Не так давно был турик, там тоже кто-то с пачкой что-то наморосил. Там уже тир-1 команды играют. Я вот стал замечать, это какая-то, знаете, это какой-то бич, это какая-то болезнь команд. Угу. Дальше атака развивается через бойлер. Руиджин в блайнде находит Изи. Выход будет пода или нет? Хаешкой разменялись Аврора. И пока что численное преимущество сохраняют. Но надолго ли? Blue White в опасности. Молик успевает откинуть и пропрыгивает. Уходит за ящик. Малинов с МП9 закрывает Инвизибла. Также Blue White помог своим репиком. Ну и все. Здесь уже 7-5 точно. 1-4 вряд ли возьмет DSS. Молодцы. Аврора Янгон. Просто умницы. Реально хорошо смотрится у нас в плей-оффе. Я напомню, что Hardplay Cup 7 у них прошел, значит, тоже с плей-оффом. Они вышли из группы с первого места, 2-0 там закрыли. У них были Webster с Rubik и Little Gaming, а в четвертьфинале они проиграли 2-0 Zero Tenacity. Здесь же они могут пройти дальше, чем четвертьфинал. Но соперник в лице Arcred не является каким-то легким. Вообще до плей-оффа не доходят слабые команды, как правило. Согласитесь. И здесь ко всем надо готовиться. DSS как-то еще двоих нашел. Зачем пикают Аврора, я не понимаю. Правда, вот, искренне. Можно же просто встать АФК и выиграть раунд. Но вот Шигео испытывает судьбу. Хочется немножко тут побайтить или что сделать, не знаю. Но 7-5 и есть 7-5. DSS там 18-9, кажется, закончил половину. Показывают нам немножко реплеев. В бойлере действительно был замес нереальный. Плюс приемочка с шарта. Насчет Arcred я не договорил, кстати. Ребята тоже, я напомню, принимали участие в Hardplay Cup 7. Но из группы эти ребята не вышли. 1-2. Там отлетели. Проиграли Thunder Flash. И также в матче Decider им на допуск 18-9, я напоминаю, у них Thunder играет. Flash, кстати, после этого выиграли турнир. Я напоминаю, в Best of 3, 2-1 закрыли Zero Tenacity. И заработали 350 тысяч рублей. У нас, кстати, на этом турнире чуть-чуть иначе призовой фонд распределяется. Теперь первое место получает не 350, а 400 тысяч рублей. Второе 200, третье 100. Вторая половина, друзья, начинается буквально сейчас. Киты берет себе Шеги. 2 флешки есть также. Интереснейший момент сейчас будет. Ну, по всей видимости, план сыграть как-то на ретейк. Команды Arcred. 3А, 2Б встают. Проверяют секунд. Заметил сразу Курт, то, что там есть оппоненты. И закрывает Малинова. Далее Хурт убегает через апартаменты в сторону своей базы. Blue White. 2 минус находит, как он перевелся вообще по Хурцу. Минус также Шигело сделал. И уже 2 в 2. Invisible пробует убить Плентищева. Но тут Blue White убивает Шаги еле-еле. Но Invisible справляется в ответ. 1 на 1 остается. Фейк дефьюз заметил соперника. И Blue White все-таки зарешал тут. Квадрокилл. Сразу на пистолетке. И Аврора уходит в отрыв. 8-5. Так, ну Я что, просто можно решают посмотрю? эко сделать. Arcred показали нам немного реплеев. И здесь я, конечно, ожидаю 9-й со стороны атаки. И по Arcred у меня большие вопросы и сомнения. Смогут ли они свой путь как-то выиграть? Им нужно набирать раунды срочно. Минус Invisible.
Остается Тиго от Ройджина, пара еспов и DSS с P250. Blue White очень близок к контакту с DSS, но пока их разделяет дым. Но вообще должны спокойно Аврора тут выигрывать. Просто вопрос в том, сколько девайсов они потеряют. Малинов с фармилкой готов уже влетать на базу А. Бомбу при этом ребята оставили в начале банана. Где-то вот на старте. Изи. Ой, какие тайминги сейчас может поймать. Изи. В итоге DSS погибает, но пришлось по нему перевестись. Хурцлорд на Зевс сажает Малинова. Какой-то вот немножко забавный эпизод. Шеги находится в церкви сейчас. Бликси пока стреляется с КТ. Пачку надо устанавливать. Времени уже немножко не хватает. 25 секунд было. Но вроде без проблем. Вроде бы без проблем. Жалко только Малинова потеряли, да? И в целом неплохой раунд для Авроры. А вот тут, кстати, еще Шигео Хурц убил, при этом плюс $600 для него. Хурц вообще за этот раунд 2 минуса дал. Один с Зевса, второй с фармилочки подобранной. Хурц красавчик. Еще и девайс этот засейвил. Но вот первый бай как пойдет? Для Аркрет вообще загадка. Спасибо, родной, приятного просмотра. Я просто сижу и смотрю вот на вот это все. Будет ли АВП здесь? Возможно, без армора только если, да? И то только Руйджин может его купить. Хотя нет, Хурцлорд тоже может взять. Но это эмки. Аркрет чуть-чуть, я считаю, поздно берут. Тоже Тайм-аут. Сайленсер. И Invisible, может быть, он прикупит себе 30-очку? Или же нет? Ля, сука. Там курочка за кадр уходит у нас потихоньку. Просто за угол. Галил у Изи. Галил у Бликси. Но в целом Аврора тут... Если закрывают, у Аркрет уже большие проблемы. Чат, кстати, как считаете вообще? Здесь есть шансы на камбэк у Аркрет или нет? Пока вот из таких жестких возвращений в игру я помню вот Анубис от Верден и все. Но вот что насчет Аркрет и Авроры? Сразу очень много хп теряют Шеги и Invisible от гранат. Это Швейцария. Так, и в итоге Малинов падает. Резан Курц и Руйджин все вообще коцаные какие-то у Аркрет. Но в большинстве 4 в 3. За двойкой спрятался Invisible. Сможет ли он тут убить кого-то? Есть минус. Убивает Шеги. Шеги падает. Он своего вообще убил. Что? А как? А что Аркрет вообще сделали в этом раунде на Б? 2 на 2 ситуация. Есть 2 Молотова. Ройджин выходит на красного Шигео, закрывает его. Успевает Попикал эту перезарядиться. карту. Изи. Изи один. Но шанс у него есть. Надо с Ройджином разбираться. Не получается попасть. Одну пулю в тело. У Ройджина 18 хп было. Я не знаю, я молчу, просто сижу. И все-таки Аркрет берут 6-й. Ну хорошо, пока цепляются. Пока цепляются за возвращение в строй. При этом у Авроры, естественно, деньги есть на следующий закуп. Но вот здесь момент. Шеги на кафеле. Убивает своего сначала. Там еще одного соперника забрал при этом. Да, и, конечно, обидно, что Изи промахнулся. Мог клатч этот забрать на самом деле. Не знаю, может, разволновался. Всего лишь одну пулю даже в ногу хватило бы по Руйджину. Так. Залутал 10 баксов на ране, апнул почти Плюс 600. шалашик, естественно. Ой, Савик... Главное, я говорю, не стреляет. заигрываться. Он вообще ничего не видел, что ли? Поздравляю, родной. Это нам, понятно, с подсветочкой, с X-Ray. Заметно. Но там из-за молика
мог действительно обзор закрыться. Хороший. А ведь это мог быть халявный entry kill для Авроры Youngblood. Антираж Молотов скидывает Ройджен. И там еще на Б интересно будет. Потому что 3 игрока у Авроры. И если ворвут они после этого смока... Ой, как неприятно может быть Шегги. Его просто тиммейт бросает. Он уходит под апленд. Падает Blue White. Все, теперь надо Малинову, мне кажется, уже возвращаться. Малинов даже не вышел. Дым на банане обновился, но это уже не должно команду Аврору останавливать. И все-таки они развернулись. Все-таки они уходят на миду. Неужели 35 секунд? Пачку забирает Шигео. Вот опять вопрос с бомбой. Постоянно где-то ее оставляют команды, забывают, а время-то поджимает. И сейчас... Та же самая блевотня с бомбой, как и у идут. этих Что? была. У А нет, Аркада. это сейф. Это сейф 4 в 5. Просто из-за Ну, бомбы уебали в стиле раунд. Virtus.pro, короче, да? Играют Аврора, поняли, что, скорее всего, не успеют за 25 секунд подготовить свою атаку. Ну, интересненько. Я не ожидал. Я думал, будут все-таки на Б выходить. Мне кажется, многие команды так бы и сделали. Там флешечки... Ну, была у Бликси флешка. Давайте честно. Он мог ее прокинуть где-нибудь над плантом. Ничего не понял, но очень интересно. И уже потом... Ребят, кто здесь выиграет? Ну, Пишите в была чат. не была, как бы. Размен на размен, установка пачки, и там уже клатч ситуация как пойдет. Либо же просто Аврора могли бы скрыть точку без потерь. 9-7. Второй подряд для Аркред. И уже от засейвленных девайсов двигаются Аврора в раунд под номером 17. Две хаешки отпускают на банан Аркред. При этом Бликси пробежал мимо них. Никто вообще хп практически не потерял. Бликси пикает. Invisible закрывает. Очень уверенно смотрелся сейчас. С другой стороны, что за позицию Invisible выбрал? Мог спокойно в планте отыгрывать и не париться. DSS дал размен. Но можно играть Б. Даже нужно. Там всего один опорник. И дым не должен останавливать игрока под номером 5 и 4. Но ребята встали. Руиджин контролит бойлер. DSS смотрит врыв смоки. В итоге в псах Малинов и Blue White недолго задерживаются. Они отходят в сторону second middle и, скорее всего, заберут пачку, пойдут на банан. Блять, а на банане один. На развеивание будут играть. У Шеги, что по гранатам, просто 0. Просто 0 у Шеги. Почему тиммейты не прошли, непонятно, но Шеги справляется один с двумя. Blue White разменял, но меньшинство для Авроры. Могут ли они здесь доиграть ситуацию? Срочно нужен дым в КТ, но его нет. Пачку ставит Blue White в последние секунды молика. И хаешку надо срочно DSS, мне кажется, прокинуть. Но он просто открывается и по стрельбе выигрывает Blue White. Блинов соло. С Галином у него есть информация, и все. Спасибо, Вань, я не знаю. Вот вам и Я не третий ставил, я не знаю. раунд подряд. DSS 22-12. Включился при этом Руиджин, но у Херслорда также пока не идет игра. И Invisible тоже проседает по статистике. У Авроры там, ну, более-менее все ровненько, только Изи керрит. Да, потому что он снайпер, он должен настреливать всегда. 17-11. Время пистолета. Сейчас главное не отдавать пистолет. Фаст банан может раунд сделать. Если они или сейчас через отдадут им апартаменты пистолет, влететь на апленд. все закончится. Какой вариант выберут Аврора? Ну, не халдить точно. Дерутся. Invisible здесь убивает двоих. Просто подфлешит по тиммейта. И вроде бы все. Здесь 9-9. 9-9. На этом просто можно раунд заканчивать. DSS. Савика еще работает. Двоих нашел. Изи последний. С первым армором.
Ну, постарается, да, максимально курица выжить надрачивает. из ситуации, хотя бы один килл. Я переживаю, я замолчал. Первый раз за все время турнира я молчу, сижу, смотрю. Я не знаю, что сказать. Оп. Ну, не зарегало как-то у него, на самом деле, даже в тело. Не попал. По Руиджину 100 хп осталось. Вот сейчас опять закуп у Youngblood. И как-то им нужно все же Там такой закуп будет, типа, 10-й-то нормальный. взять. Уже очень много отдали. После вот выигранной пистолетки и эко мы от них не увидели ничего за Т-сторону. Хотя А идея кут это есть забей. на раунд. Юр, Но спасибо просто за долго подписочку. очень делают они его. Оплатную, спасибо. Спасибо за соль. Бликси пробует отпикать. Доджит флешку, но Аркред уходит вчетвером на апы к Богу. Здесь сетап хороший в опсах, мне прям нравится. Должны закрывать всех. DSS будет принимать шорт. Флор против Блинова. Естественно, игрок Аркред выигрывает дуэль. И дальше Invisible. Блювайта закрывает. Но нож зачем перевелся? Сам Изи вообще-то вышел вторым. Но размен произошел довольно быстро. Бомба остается в яме у Авроры. И здесь похоже на 10-й для команды из Узбекистана. Да, в принципе, да, 5 подряд за КТ на Инферно. Свой пик все-таки за защиту отыгрывают лучше намного. 5. Могли Я и вам ЗТ ставить, на говорил, самом деле. бля, я говорил всем в чате. Минус хата, это туда-сюда. Я вам говорил. То, что сейчас они сменятся сторонами, из-за КТ они начнут играть. Они пропустили раз, пропустили два. Те, знаешь, в таком на подъеме начали играть, такие, там полетели, блядь. Все. Дальше началось очко. Их раз встретили Аркред, второй раз они их встретили. Потом они им просто говорят, давай, Сережа. Потом эти с бомбой завтыкали, просто так раунд отдали. И... Вот это начинается, Алла блядь. на турнире бустера против овердрайва Кого, и блядь? против Халли. Это тренер Спирит нынешний. Да, я видел. Ой, Да, блядь. вот там, кстати, Да, интересно, почему там, ребята блядь, дали карту. конечно, да. 10-13. Как сейчас помню, Серьезно нахуй. говорю. Идем мы, блядь, в Magic турпоход, и Пати. а там Два игрока пиздец из основного медведь. состава Spirit. Пати Я в бегу Liquid от играл медведя, последний ебать, раз, а там лось на дереве. Нихуя себе, блядь. но в Спиритах он тоже был. Ебать. И овердрайв с Халли. Закрыли вот так вот. Ты команду. пьяный, При что этом ли, блядь? на Ты, может, официалках что-нибудь других скажешь они по игре, делают нет? 4 победы. Не знаю, как пойдет против Авроры на второй карте, но я думаю... Может, нас скажешь, ждет блядь, что очень Аврора интересно. техническую паузу взяли? Ты, блядь, что, под мефедроном? Сука. Сидит, блядь. Рассказывает. Как сейчас, говорит, помню, Так, ну нахуй. Да, встал с утра, говорит, покакал. Покакал такой, говорит, сижу 10-9. и думаю, блядь, фу- а что же будет дальше? Вот жопу мыть или нет? Вот это важная информация. Блядь. Ошибаться нельзя. Ох, блядь. Second middle Нельзя. проверяют Шигео. Заметил там наверняка. Оппонента, правда, пока без убийств. Блювайт встает минуточку под центром карты. Ой, под опасно, он главкой. прошел. Малинов может с бойлера открыться. Он слышал точно Ройджина и убивает перед этим DSS. Если хорошо откроется, может и второй килл найти, но Ройджин набегает в плен. Довольно глубоко. Топ Invisible. Здесь на развеивании на банане врывается в дым и убивает Бликси. Бомба у кого на руках? Бомба у Шигео. Обычно Аврора оставляли пачку в яме, но на этот раз молодцы, что сообразили кому-то видать. На нахуй. И просто вот так Шигео в спину выходит вперед. Я, Ройджина говорит- минус также по Хуртлорду находит. Подождите, что? И Аврора просто заходит на план. Как? Куда кто сейчас пошел? Блять! есть хоть Блять! Шигео. Что здесь Обычно происходит, Аврора оставляет пачку в нахуй? яме, но на этот раз Так. молодцы, что сообразили кому-то ее дать. 4 в 4. Минута 02.
Руджин И просто вот так пошел... Шигео в спину. выходит, серьезно. Руджину минус также по Хурцлорду находит. А Подождите, куда все что? пошли? И Аврора просто заходит. Куда все пошли-то, блядь? За пивом? Чё, магазин закрывается? Что по выбиванию? Шаги еще и пачку идет дефать, серьезно? Нет, тут Изи, извините, меня убивает. Правда, взрывается. Минус похоже. авик. Да. Взрывается от пачки, но концовка получилась За забавной. кого он болеет? За московский Ну, вряд ли, Спартак! да, Аврора могли... Вагородова! Нет! Нейтрально! Чё ты доебался? Я болею, блядь, за красивую игру. Изи причем так целился долго. Пиздец. Но он, наверное, понимал уже, что не выживет. После пачки. Врыв на миду очень быстрый от Авроры. Уже очень близко Blue White находится. Invisible меняет позицию. В апсах тем временем Руиджин. Руджин здесь должен Расстрелы встречать. чуть не попадает. Ситуация рискованная, Блядь. но Малинов падает в итоге. Очень, кстати, вот Малинов эта вот позиция у умер. Руджина сейчас была очень интересная. Пиздец, она вроде бы читаемая, а вроде и нечитаемая. То есть она какая-то, знаешь, такая глупо пиздатая. То есть, ну, все выходят, думают, то, что вот сейчас вот в конце, да, будет, а он, блядь, прям перед носом у тебя сидит. Просто зайти на точку. Хотя два игрока на Такая банане. неожиданная тема. И бомбы там у Шигео. По четверке. Фурс отходит совсем далеко. В нычку в планте. Малый контролирует Руиджин пока что. И все. Время принимать DSS и Шеги. Точку Б. 40 секунд. Ой, как грамотно, Дым откидывается. бля. Вопрос. Бать голова, бля, бам, Остановит нахуй. ли? Дым. Бам, видимо, бля, нет, но ебать DSS два гения. Забирает просто Смотри, двоих. смотри, уходит, блядь, И Игрена, раунд и Артур пиздец. выигрывает. Изи соло. Ты посмотри, Вау. как они разыграли сейчас, бля, Ну, хорошо, пацаны. Морик. Ебать, что вы сейчас сделали. И здесь неважно, я бы Авроре то же самое сказал. Ты видел, как они разменялись? Он просто по таймингам посмотрел, услышал первый шаг, откидывает смог, идет в обход, он не лезет, стоит, не пикает. Тот вообще зарешал так, Шигео, что я сейчас, честно говоря, я прихерел немножко. Очень люто вдвоем разыграли плент. Блять, 27-14 чувак играет. 7-12 за пивом вышел, блядь, под пивом Хартс. Тут DSS, он в соло играет 27-14, блядь. 27-14. Это просто пиздец. На раннем. Не Помогает понял, для тиммейт. чего Руджин сейчас Руджин пошел. здесь чересчур агрессивно сыграл. Не понял. В итоге его наказал за это Малинов, подобрал эмочку. И дальше Аврора не собираются отступать. Invisible в своем же Странно. молике умирает. Что, простите? Или это от хаешки было, неважно. Хурцлорд разменял. 3 в 4. Хурц пойдет дальше за Малиновым. Но Блять, тот что по уходит таймингам? на мидл. Но Хурца тут нахуй. явно не ждут. Ренат делает фраг по Шигео. Ну, тяжело его сейчас было прочитать, И реально. уже 3 в 3, уже преимущества Реально. нет. А все. Уже просто А все. численное равенство. А все. Численное Малый равенство. Вот, сейчас пожалуйста. контроль. Бам нахуй. Но тут он не делает третий минус, зато DSS под Б забирает Бликси. Атака под А. Смотри, что интересно Всё на будет. плечах Шеги. Сможет Смотри, ли сидит! он тут убить? Смотри! Хотя бы одного. Бам, Изи нахуй! падает красный. И Малинов Опа, ставит опа, пачку, заметил опа, его опа, Шеги. на нахуй, ебальник. Нужно закрывать. Он ждет, он должен ждать. Ждет тиммейта так. Помогает, Всё! пытается помочь DSS и все. Идеальные действия, блять. Второй раз я за этим пацаном смотрю. 10. Вот именно второй раз в подобных ситуациях. Блять, насколько уже он грамотно действует. Шигео. Молодец. Очень грамотно. Очень. Он тащит, блядь, эту катку. Вот, казалось бы, да, 16-14 счет. Ну, хорошо играет, да, там типа КД примерно там единица, там чуть побольше. Но как он башкой умеет думать, это браво. Молодец. Красиво. Грамотно очень сделал. Абик в итоге потеряли Аврора. Короче, вы поняли, блядь, кто. Но, тем не менее, да. СТХГ сейчас буду его называть. Раунд они тогда выиграли. Блядь, не Шигео. Но Короче, вы Аргер поняли, тут кто. уже ответили
Им просто надо сделать один шаг к победе. 5 калашей у Авроры. Первый энтри делает снова Малинов. Опять Руджин, В блядь, прошлом ты что раунде, если я не делаешь-то? ошибаюсь, он также наказал Руджина за чересчур Зачем, блядь, открытую это игру делать, в нахуй? апартаментах. Я не понимаю, вот, блядь, меня бомбит он не проигрывает. из того, что кто выигрывает или Выигрывает. проигрывает в этой катке. Меня бомбит, блядь, Не знаю, с спорный глупых момент, мувов Invisible каких-то. был близок. Зачем? Фрагу по Blue White, скидывает зажигательно. Зачем вы, блядь, идете? Зачем вы Бар. вообще это DSS нахуй пушите? справляется Для тем каких временем целей? с Бликси. Но в планте в планте Абит не мобильный. Сасагео. DSS, Этот правда, хуярит. забивает Blue 30 White фрагов. еще. Он плевать хотел на 30 фрагов, ему самую лучшую похуй. позицию. Изи разменял Малинов, чуть сделал килл по Огурцу. Всё, 2 пиздец, в 3, по что Огурцу, блядь. происходит? Под флешку Invisible готовит врыв. И здесь закрывает Малинова. Но Изи разменивает. Шеги 1. С китами Я и хочу с посмотреть, смоком. как он Надо сейчас брать будет план играть. пытаться. Деньги все равно есть у Аркрат. Сейвить смысла я не вижу. Но здесь Изи Охуенно. перестреливает. 11-12. Могли бы закончить. Могли бы закончить. Сейчас уйдут на допы. Ну, ладно, не уйдут. Сейчас главное им собраться Аркрадом, если они хотят выиграть. Очередная близкая карта. А Аврора, если сейчас выравнивает счет, мы с вами очень дуэт велика еще. вероятность, что они на подъеме, на Best of морали 3. влетят дальше. Там то же самое. 13-10, 16-14, 13-11. Под вечер прям команды, ну, очень хорошо себя показывают. Изи с АВП на этот раз смотрит апсы. И Руиджина вообще не останавливает. То, что он 2 раза, тут уже умер. И умирает 3-й раз. Но хотя бы А вот килл здесь дал, сработало. И Курц разменял. При этом 3 в 3. Подставился Хуйню под творят. Изи. Вот Руиджин 3 раза подряд пушит апсы. Можно сыграть пассивно. Почему надо постоянно здесь? Я не понимаю. Минус по Blue White, то есть это Invisible. Изи разменял, дальше перестреливается DSS. Здесь битва ноускопов, но все-таки фаззумом DSS забирает. 31. Гео остается 1. 31 фраг. Неужели это конец? Подожди. Бля, ебать Как лютый. так все быстро перевернулось? DSS перевелся по Шигео, как это было хорошо. Очень быстрая реакция. И по итогу 32-15 заканчивает карту DSS. Это, конечно, еще аналитики, мне кажется, вам скажут не один раз, друзья. Но Аркрат в свой пик Хуя себе. забрали 1-0. Вертига впереди. Извините, Жаркий у меня быстро других стрим у слов нас нет. под конец игрового дня, друзья. Что-то он раскликался, вообще просто забей. Не, ну давайте будем объективны. ну- Конечно, не как я со скаутом. Давайте так. Конечно, надо ему еще поработать. Да? То есть, ну давайте не будем сейчас перехваливать. То есть, ну, мое личное мнение, что, конечно, немножечко еще скилл не дотягивает. Да, но, как говорится, да. И очень красивый матч. Мы все правильно говорили перед этим, что это будет очень плотная битва, и Мгм. из нее вышли Аркрат победителем. Сереж, какие у тебя мысли? Ну, слушай, Аврора и Потрясающе. Youngblood все-таки меня немного тут и удивили, потому что, ну, прям реально на тоненького. Прям реально хотя, казалось бы, да, там есть у них проблемы с Инферно. Они его почти не играют, да, и всего лишь один раз они его выигрывали. Но прям супер зажигательно. Прям реально супер. Мне очень нравились, во-первых, утилки, которые летали, хаешки, там просто все взрывалось. Это вообще было просто феноменально красиво. DSG у нас, кстати, как раз становится MVP. Охуеть. Ну, в принципе, понятное дело, почему 32-15, ну, Вообще ребят, лютый тип. сами понимаете, тут как бы просто... как будто бы 2 игры сразу сыграл. Как будто бы сыграл 2 игры. Да, это правильное отмечание, потому что у второго в команде Аркрат, у Шеги, всего 16 фрагов. То есть DSG дал в 2 раза больше убийств, чем его ближайший преследователь. В свою очередь, у Аврора Youngblood выделился тоже снайпер, это Изи. И вот я хочу немножко отойти от темы прошедшего Инферно. Я хочу отметить именно решение Авроры. Мы уже вчера с Никитой Даты эту тему обсуждали. У академических составов, допустим, вот у Авроры, у ВПП, у них есть хороший тренерский штаб, который работает и с основными составами организаций, которые, ну, на голову выше своих академий. И если посмотреть... Анимешник на аналитике, заткнись, пожалуйста, морячку, а? Аниме моя жизнь, блядь. Я так Маск, я Сейлор Мун, мне вообще похуй, понял, нет? Замолчи. Вот, допустим, это было видно на моменте, где засейвили у нас Аврора за атаку на счете
8-7, они потеряли одного игрока и ушли на сейв. Вот это вот сдержанность, вот эта готовность играть в долгую, которая, ну, иногда у молодых коллективов сложно увидеть, а у основных составов... Я Наруто, ты лох. Ну, у тир-1 она есть. Это вот что отделяет как раз-таки тир-1 от тир-2, тир-3 и так далее. Команд это вот принятие решений вот таких вот важных и очень Хентай или сложных. манга? Хентай, конечно. Но что стоит еще отметить, это то, что на самом деле даже непонятно, а кто тогда вообще выиграет следующую карту, если прям так супер плотненько идет. Но я думаю, что все-таки Аврора и Youngblood должны будут как бы следующую карту выигрывать, да, все-таки, это будет уже их пик. И учитывая то, как они хорошо сыграли на пике оппонентов, я бы сказал, прям даже вообще суперски. Ну, чуть-чуть там не повезло, да, не получилось дозабрать. Я думаю, свой пик они должны вырывать. Хотя, тут тоже 50 на 50, потому что там по процентам плюс-минус одинаково. Да, у Авроры и Youngblood чуть карт побольше, на 3 карты. Я тебе накрутил, солнышко. Я тебе сейчас, блядь... Знаешь, что сделаю? Накрутил, да, школьник, попизди меня. Дурак, блядь. 2,3 только девочки набрали, понимаешь? 1000 лайков. Значит, хуев там, а не что? Правильно. Не розыгрыш вам промокодов, потому что вы сегодня слабые, вы женщины, блядь, понимаете? Вы не можете просто взять и набрать, и поддержать дядь Лешу. Все, уйду в закат, нахуй. Буду делать, блядь, турниры чисто для себя, блядь, и сам смотреть. Все. До свидания, я обиделся. То есть есть выборка, из чего делать какую-то статистику. То есть если в прошлом матче там мы, если и делали какой-то акцент на процентах, это было, так сказать, пальцем неба в любом случае, потому что там 1-2 карты выборка. Здесь же, в свою очередь, хоть и выборка такая же небольшая, 6,9 карт на Вертиго, я думаю, что, да и проценты как бы одинаковые, думаю, что Аврора могут, ну, как бы, ответить и выиграть свой пик, потому что на пике оппонента они, как бы, тоже уже показали свою готовность. То есть ты считаешь, что перед матчем, женщины... возможно, была какая-то такая это слабый неуверенность пол? в себе, что молодежка сможет показать себя против Warcraft, но как будто бы нас ждет опять матч из 3 карт. Вот, Да, что я могу сказать. да. И помимо Если тебя всего твоя прочего, стропонит они в такие очко, же блядь, будут это не суперклассные. значит, Здесь что вообще она не будет сильный пол. критичных. Здесь, я думаю, Так также завелось, будет, брат. вот так, Да, женщины это слабый пол. Но это не значит, что мы их не любим и не уважаем. Другой раунд. Другая команда берет. Я уверен, что и вторая карта также пройдет. И третья, ну, до третьей, ладно. Ебальник, блядь. Дожить, как говорится, да. Все-таки у нас сначала Ой, еще вторая карта блядь. будет на обзоре. Там мы тоже что-нибудь... У тебя рядом скажем, твоя что, сидит, ну, скажи конечно, для честно. вас прокомментирует, естественно. Ну вот, а до третьей мы доживем, а когда доживем, тогда уже Господи, и скажем блядь. свои, так сказать, последние Господи, мысли боже по мой, поводу нахуй. этой сегодняшней встречи. Но, думаю, пока мы можем убежать тоже на, опять-таки, перерывчик небольшой, музыкальная пауза. Это Вот, пиздец, поэтому, это ребят, боже. будем вас ждать, обязательно приходите. Кира вообще смотреть, охуенный. вторую карту. Он мне чайку очень возьмите, нравится. печеньки принесите и скажите, Вот, наслаждайтесь печеньки. этим классным киберспортом. Печеньки могу. Ну все, увидимся, друзья. Давай. Так, блядь. Поехали в паблик. Что нам приготовило дальше? Сейчас, кстати, минимальный перерыв, и они дальше полетят. Если чё. А когда на море качка и бушует ураган. Заткнись. Сейчас будет Вертиго от Авроры. Не знаю, что будет. Кухня на заказ, пиздец. Я заказал, блядь, все развалилось к ебаной матери, блядь. Сделано из хуйни, блядь, из ДСП, блядь. Просто вообще ни о чем. Полная хуета, блядь. Блядь, открываю. Дверца, прикинь, отвалилась. Я думаю, ну нахуй. Думаю, может, блядь, одно, а нет. Смотрю, блядь, все тоже, все ржавое, гнилое, блядь. И тараканы ползают с личинками, блядь, прям внутри. Блядь, на складе долго валялся. Понял. А? Ой, блядь, музыка еще надрачивает максимально. Шеги живет. Аврора Затеров.
Blue White тут также. 3 в 4. Аврора Янгблад. И как же Изи хорошо здесь промутился вместе с Малиновым. Закрыли двоих. Руиджин разменял 2 в 2. Пытаются Аркред взять эту пистолетку. Но куда идет в дым Малинов? Однако это срабатывает. Очень Куда? странное решение. Не надо. Но по итогу Нет, 2 минуса, не в надо. сумме трипл килл. Аврора берут пистолетку на Инферно, если Трипл я килл. не ошибаюсь. Они начинали так же хорошо. Там, конечно, пистолетку проиграли, но начинали 4-2. Здесь у них Блять, надо было на хорошая пистолетку заявочка, грузить. чтобы повторить этот успех. Возможно, также Аркред первый бай заберут, и тогда у нас будет снова очень серьезная битва. Да, напоминаю, что Вертига. Этот пик команды Аврора Янгблад. Здесь у них винрейт 57% на этой карте. И обыгрывали они сегодня уже. Мне здесь кажется, на или Вертига картинка команду прям Anonymous пиздец топ мыльная на этой 41 карте? мира, поэтому Или мне кажется? здесь, конечно, Аркред надо очень серьезно постараться, чтобы закрыть 2-0. Или у меня, блядь, просто на Курслор экране пока это. что дает на конус, проверяет врыв на плент, но Шигео оставляет его без шансов. Юсты остаются у игроков, и здесь Шигео просто пропирочку оформил. Уже плюс $1200. Может быть, дальше пойдет за остальными. На телефоне, Но да, очевидно, норм? что тут 2-0. На компе что-то я смотрю, прям, блядь, И мыльная Аврора картинка. остается при этом с калашами, с галилами, да? 1 АК, правда. Но по огневой мощи они вряд ли будут серьезно уступать. Сейчас Сабина передаст Который Арге. закупит, естественно, Аркред. Компа мыло, я знаю. третий килл делает. Я не знаю, неужели пойдет С он за телефона я сегодня эйсом смотрел еще? вообще идеально. Слева проверяет, заметил же. Но, возможно, 4 на 3 стояло. Тиммейт помог. Изи. И Шигео 4-го добил. Может уже позволить себе АВП купить. Но тут, понятное дело, снайпер Изи. Выкинуть фармилку, взять галилу у Изи и дать ему АВП. Хорошее ли это решение? Мне кажется, стоит пока еще с Мактеном поиграть. Да, тем более гранаты закупил Шигео. Сразу готовится дым в рукав. Со спавна ребята направляются под А-рампу. Шигео скидывает дым, под которым можно неплохо так сыграть. И флешечка еще тоже хорошая влетает. DSS, правда, справляется с тиммейтом. Забрали они Шигео, но при этом Invisible погиб. И сам DSS тоже недолго выживает. О, боже, Ройджин, время блядь. твое настало, но он тоже Пена. погибает. А как здесь проиграли вообще дуэли Аркред? Конечно, флеш зарешал, но тем не менее. Зарешал. 3 красный Бликси. Курслорд Зарешал. еще идет в спину, но очень долго он идет. Действительно, оппоненту в спину, однако не чекают его. Посмотрите. Бомба. Бомба у Хурца просто в линейку 2х брил. Вот это хорошо сыграл Ренат, конечно. И теперь Малинову вообще непонятно, что делать. Он дожидается Шеги. Окей. И сейчас 1 в 1 играть надо. Он понимает, где находится бомба, и примерно Музыка понимает, играет на где фоне. находится его соперник. Хорслорд, правда, в ладере рискует эту пачку потерять. Если честно. Но он и не собирается на ней стоять, он отходит и угадывает плент, пытается угадать. Малинов пока дойдет до рампы, пока бомба возьмет, там уже секунд 20 останется. И выбора у него, наверное, не будет другого, кроме как бежать на аплент. Давайте посмотрим, так ли это. Блять, музыка что ли играет? Ну что же. Понемногу распикивает Данил. Нормально. В итоге пачку забирает 17 секунд. И все же это Б-база. Но Хурспорт перетягивается вместе с этим. Хера он читает. И здесь уже он точно должен выигрывать 1. Ну-ка. 4 секунды. Фейк. Установка. Ой, как могло быть опасно. Слушай. Малинов как будто догадывался, что за Эликом ждет его соперник. Если бы он выиграл эту дуэль, мог получиться сумасшедший клатч. Сабин, передай, пожалуйста. Музыку потушили. Что-то там сегодня Так, ну что, нажрались, что ли, все, Аврора блядь, на теперь Арге? уже с Авиком. У них закуп даже лучше предыдущего, но при этом заканчиваются деньги. Проигрывая второй, естественно, Аркред могут на серию уже претендовать. Под Б очень агрессивно решают сыграть и Хорслорд. И если бы оставался с калашом, мог уже найти Blue White, DSS прячется в дыму. И неужели он погибает? Да.
Blue White просто не проверил, при этом еще Изи дал entry kill. Хурц разменял, но от этого Аркред не становится даже в равном количестве с соперником. 3 в 4. Малинов пойдет через middle. Ройджин тем временем с коннектора решает все-таки под А-базу встать. С ним также Курслорд и Шеги взял на себя ответственность за центр. Так, а здесь, кстати, очень хорошо Ройджин открылся. Изи забрал, но быстрые размены. И пока 2 в 2. 55 секунд, но там уже Б-плен занимает Малинов. Просто смоком отрезал практически всех КТшников. Но Хурц решил пойти через спину. Пойдет с Бестерсов. Ройджин же наоборот, через Гардиан. Довольно стандартное решение в данной ситуации его. Молик надо как-то использовать. Я бы в плен просто прокинул, и там уже под него Хурц открылся бы и мог сделать фраг. Так и происходит. Действительно, зажигательная граната падает ровно на точку. Ренат убивает Шигео, и Малинов 1 в 1 остается. Куда Здесь, упал? конечно, хорошо, что он дал размен. Теперь времени на пачке совсем не хватает, и Малинов просто уходит играть на время. У Ца нет А хитов, вдвоем и нельзя раунд было он это сделать? уже не выиграет. И Малинову даже дуэль проиграл. 3-1. Да, Аврора снова ходит в отрыв. У Аркред кончаются деньги. Диглы, возможно, у кого-то будут опять же, но это несерьезно. Против Калашей и Галилов. Уважаемые зрители, не забывайте, конечно же, лайк прожимать под трансляции. У нас дядя Лёш стримит, также основная трансляция на Hard Games. Можно и там 3000 и 2000 лайков, соответственно, дожать. Мне кажется, вы это можете сделать спокойно. Пока что Б прожимает Курц. Invisible здесь с Юстиком. И в идеале, конечно, найти хедшот. Много, на самом деле, урона впитывает Шигео. Ребята еще здесь замудрили буст. Не хватает также тапчика от DSS, да, было бы вообще шикарно. Шеги на миду, не знаю, примет, не примет, но Ройджин закрыл Шигео. И в рукаве у DSS чтоб не полетело. Зато Шеги на миду Какая палевная, их слышно 5-3, же. друзья. 5-3, и Хурца не читают, бомбу выбил Ренат. Еще и Изи убивает, да ладно! Это эко 5 в 0 для команды Аркред. Вы серьезно? Не, ну с такой игрой Аврора... Я не знаю, что это было. Это ужас просто. Мне вот интересно просто, что сейчас чувствуют в такой момент игроки Аврора Янгблад. Чувствует легкое проникновение. Понимаю, что там были пистолеты. Да, не дефолтные, но у кого-то... Блять, есть ну это всё. такой тильт. Тот же Ройджин нашел с USPK именно фраг свой первый. Так, DSS открывается под А-рампу, закрыл здесь Шигео, но Бликсис Ну Аркред сразу решили исправить. Это единственный девайс, с которым можно Авроре строить раунд. Invisible делает 3 в 3, но при этом хп у него очень мало остается. Все же сдержал атаку Пик Аврора. соперника. Не спам, Там дурак. Изи подобрал М-ку. У всех по первому армору в команде атаки. Но тут Хурслорд идет в спину. Малинов. Ну, видимо, умирает. Однако есть размен Blue White. А тут Invisible с буста сообразили, ребята, найти килл. И Изи теперь последний. Не совсем понятно, как ему доигрывать эту ситуацию, но идет через гап. И по итогу Ваня забирает Invisible. При этом видит сверху соперника, но уже поздно. Шеги его закрывает. 3-3. Вот и Аркер сравниваются. И теперь эко еще от Авроры мы с вами увидим.
Шеги стартует на миду. Там очень быстрый выход под А. DSS должен справляться, но просто с Зевсом на него шли. Ройджин там вариантов помогает, нет, и там вроде блоки. зачищают ребята здесь. Кстати, идея с Зевсом И была уже на самом выходит деле вперед. неплохая. 5 в 0? Вообще прям неплохая. Вроде как да. Хурцлорд с дробовика последнего его убивает. Был вариант, на самом деле. Плюс 900, кстати, да. За этот минус он заработал. На ютубе не знают, что такое 3-2-2. Да нет, просто, блядь, у нас целевая аудитория, ёпта, 3% до 18 лет. И если даже учесть то, что там многие ставят специально 18+, блядь, то 20, точнее 18, там, короче, до 35, короче, вот следующий вот этот тот порог, там порядка 40%. Так что просто, ну, здесь немножко постарше аудитория и ебанутых поменьше, вот и все. А так все просто. Нажимает. Да Немного и люди здесь рискованно, просто но в то же отдыхают. время смог, пока его прикрывает, и все хорошо. Ребят просто Хурцлорд смотрят. подставляется под Б. А после этого Это тир почему 3 не команды. выходит Аврора? Я вопрос? не вижу здесь что-то такого. Они ждут поджима еще У меня в были рампе. вопросы к Ройджин ним делает игры. это. И здесь Бликси убивает вместе с Шигео соперника. Руджин сегодня Аркадов, отвратительно стреляет. конечно. Он меня очень расстроил. Сыграли не очень круто. Так он круто до этого играл. Сегодня вообще у него не DSS летит. одного убил, но при этом все равно меньшинство. Шеги один за тройкой на Б. Мгм. Не знаю, я бы на месте Авроры после фрага по Хурсу сразу пошел скрывать точку дальше. Ребята делают это только сейчас. Шеги перестроился и закрыл троих. Что? Шеги, серьезно? Ты один просто всех убиваешь? А почему Авроры не разменялись? Очень Конечно. похоже, вот после последних 2 раундов, они сейчас, если паузу не берут, это такой тильт они словят. Я не понимаю, почему у них тренер не берет паузу. Конечно, кто я такой, чтобы что-то говорить, но вот после вот такого, блядь, надо останавливать игру обязательно, потому что это просто пиздец. Просто пиздец. Это- Ведь прошлой карту... То есть дигла по лицу накидали. И в группе не сиял особо. По голове получает курс, Сияй, Blue White добивает, там еще потеряли. Подожди, это что, ответ на это? Сияй. Как-то с трудом пока верится. Малянова забрали, окей. Но 3 в 4, там на Б выходит двойка. Blue White с эмкой причем, и у него есть первый армор. Он может перестрелять! Шеги красный добил его Шигео. Ой, бля. Пошла хаешка. Хаешка Но жесткая. DSS-то со спины должен закрыть. 2 в 2. Но они ставят. Почему так плохо на эко себя показывают Аркред? Я не понимаю. Вот с Я тоже не могу пистолетами понять. составов проблемы какие-то. Когда пистолет покупается, да? Всё, Просто это пиздец. инста-луз просто. DSS. Клатч не берет, да ладно. Я просто... Вы заметили, полностью вообще согласен с комментатором, что, блять, как только эко или 2К бай на диглах, что у Авроры какое-то очко вообще полное творится, то ли это какой-то подсознательный страх к диглу, то ли еще что-то, что у Аркрадов. Блять, просто 1 в 1. В чем секрет? Может там в CS2 подкрутка какая-то, я не знаю, на Дигл или на Tech9? Просто шок. Ой-ой-ой, подставляется еще и, походу, Изи здесь. DSS, точнее, да. Ройджин убивает Бликси. Очень важный фраг. 5-4 сразу просто. Аврора... DSS в этой катке Где им отдыхает. искать размен. Малинов пробует мид играть. Но вот одному сложно. Шеги все-таки в позиции получше, тем более он Вань, не пикает. нету Если никаких Малинов до микролагов. конца будет сюда идти, он Что-то у умрет, тебя, скорее смотри. всего. Но Шеги также... Я любит тестился покрыть, всего. да. Услышав С 2 какую-то разных информацию под интернет. С 3 Бэтмэта, пизжу, с решил 3. немного стянуться. Но глобально его геймплей не поменялся, да? Он также Про игроки подчеркивает тестят центр. просто Изи. Дигл очень хорошо, очень многие. Проверит ли он DSS здесь? Очень многие. 13 хп, кстати, у этого игрока. И закрывает снайпера 5 в 3. Я напомню, DSS 32 на 15 сыграл прошлую карту. Хурц забрал Блювайта, вот смотрите. Аврора У сейчас DSS, были блядь, с мана сейчас калашами, да? откатывается. И они проигрывают раунд, ну, чуть ли не 5 в 0. При этом с пистолетами они закрыли наоборот, на Б. Ну вот что? Что не так?
Почему вас называют этими Алексей? составами. Том, да? Можете дать паузу брать. комментарий? Слушай, я честно говорю, я не знаю, в чем дело. Почему меня называют вообще Алексей? Потому что, ну, по паспорту Том Харди. Я не знаю, почему, брат. Просто, ну, в идеале выучил русский, да, и общаюсь. Не знаю, странный вопрос. Какой, в принципе, и ответ, да. И неважно как, неважно где, главное, что Том Харди. Экономику ломает и уже может на серию выходить. Но пока первая половина все равно для них складывается не очень хорошо. DSS меняет девайс, отходит просто и правильно делает. Все, здесь по таймеру выигрывают Аркет. После времени вроде Малинов не умирает. Калаш он тут Но сейв. я бы не списывал Аврору. Не спешите. Потому что Аврора берет тактический, она останавливает темп игры. Не забывайте, что они играют за теров. Если сейчас они возьмут еще пару раундов, то будет как бы все хорошо у них. У остальных и Шигео с Мактеном. Даже сейчас не стали 2 КБ делать Аврора. Они сделали выбор в пользу Русские команды участвуют? Нет. Этот турнир еще более насыщенный. Блять, я не знаю, со сколького количества здесь стран игроки. Это вообще забей. Это там вплоть даже до Бразилии. Кого здесь только мы не пригласили. Здесь вообще пиздец состава. И они себя так круто показали, что вообще все им аплодировали стоя. С Ирландией только что играли ребята, часть Великобритания. Здесь, ну... И Ройджином будут, возможно, тут стреляться. Стреляться Ой, будут, бля. потому что Аврора очень агрессивно стоят, бегут, делают вообще все действия, бля. которые могут, и хаешкой, калашами Ой, их какой... закрывают вообще без шансов. Тут просто Ой-о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 й. Как капканы их, блядь, создали. закидали. Захлопнулась эта ловушка 5-2 Ёб сразу в твою. начале раунда. Изи падает, и Малинов последний 1 в 5 на таймере минута 18. Ну, как бы да. Ты видел, сколько туда влетело? Блядь. Пошла какая-то очень слабая игра, на самом деле. От Ты видел, команды сколько атаки. туда зашло? Я не знаю, вернутся ли они за сторону защиты. Ни одного сникерса не увидел на турнире. Ты криво смотришь. Как это вон работяги подтвердят. Против 41-й команды в мире. Где они снесли 13-4. И смотрю сейчас, что происходит. И вот в голове не укладывается. Как столько экономических Я выиграл. правда вам говорю, я не знаю, почему так слабо играет Аврора Янгблад. Очень сильная, очень крутая команда. Что с ними, блядь? Может, тильтанули ребята? Бликси мутится сквозь смоки. И под флешку врывается. Ройджин Очень крутой вход. Молодцы. А второго? Но DSS, кстати, живет. Еще и Invisible kill делает. Подождите, неужели и такое Аврора проиграют? Нашли энтри, и как будто DSS Нет. тоже должен был погибать здесь. Здесь уже В итоге умирает накажут. только сейчас. Invisible открывается, и Шигео разменивает. Знает про 2 в еще 2. одного игрока снизу. Это 2 в 2 Изи. важнейший раунд для Авроры. Но Малинов Для морали, убирает в первую очередь. одного соперника и Немножечко бежит на Б поправить. со своим керамбитом в руках. 2 пары диффузов есть у Аркет. Ой, бля! Неплохой урон наносит по Малинову, спрыгивает. И в спину быстрее! Invisible Ну тем почему временем в один, BSS будет играть, блядь? но понимают, кажется, это Аврора, и убегают на точку. Что, простите? Оба красные. Гении Изи 24 на хп, Малинов Авроре. 18, но Молодцы, Малинов этот раунд. убивает, потому что его не чекают. Гении, И блядь! это Молодцы. 7-5. Сильно Да. сыграли, вот это Все-таки сильно. Аврора. Но им дали сыграть Последний так. раунд Но они взяли, этим но это было воспользовались. очень Молодцы. сложно для них. Я прям Молодцы. чувствую это. Мгм. Какое напряжение между составами. Кстати, Аврора, Напряжение видимо, на буткемпе, сфинктера. видите, пинги. 32, 32, 33, 32, 33. Буткемп у них в Белграде, скорее всего, сейчас. Посмотрим, как за КТ сторону будут играть. Давай хентай смотреть на стриме. Желательно японский. А есть Беретки название? от Blue White и беретки Какое от название? Blixi. Сейчас подрубим, Кому блядь. флешка достается, флешка Заместо для финальных Шигео. игр. Без китов. Береты можно поставить куда-нибудь под Б. Кстати говоря. Но по итогу, да. Пистолетки. Blue White встает в упоре.
а Бликси на кране. В целом, мне нравится пока расстановка от Авроры. Но Аркред решают сыграть с мидл, и, возможно, мы увидим Б-сплит. При этом играется еще Арампа довольно активно. Ребята уже проходят в сторону Гардиана, между прочим. А почему никто не смотрит мидл? Почему вообще на это все забили из команды Аврора? Но Бликси забирает, окей, дуэль первую под Б. Дальше у нас Изи убивает Инвизибла. Минус Шеги и Малинов. 2 в 4 как-то остались Аркред. На нахуй. Бомбы нет, но забрали Бликси. Продолжается у нас перестрелка, заварушка. Шигео должен падать, но релоуд у DSS, что творится вообще здесь? 1 в 3 пытается забрать, но 13 хп, и по всей видимости у игрока Аркред здесь раунд забрать не получится. Я напоминаю, что первую пистолетку у нас взяли как раз таки Аврора. Бля, ну и, Мэри видимо, Сукуп это вторую тоже классика, они берут. заебал. Но при этом они все равно по счету отдают. Ладно, дальшейк, наверное, от Аркред, но при этом будет только счет 7-7. Хотя мог быть в теории там уже за 10 плюс. 20 секунд. Но DSS желательно тут просто выйти, я не знаю, разменяться как-то, потому что, естественно, денег не дадут, если он засейвит 250 с армором. Да, и тут и Изи сблевает, Чё он по реге? закрывает его. Дигл, может быть, кто-то прикупит себе. Пока давайте глянем по статистике, что там у игроков. 14 на 8 Хурс Лорд. Шеги 11 на Дигл. 7. Меньше всех смертей у него на сервере, у Шеги. У Авроры пока... Ну, кстати, никто особо не выделяется. Все как-то ровненько идут. Если на прошлой карте Ваня Изи набил там около 20, по-моему. 26 на 17 он сыграл, да. То на этой карте мы его пока не особо видим. Дигл по итогу берет себе DSS. Ну, на самом деле, Тимур может парочку фрагов дать. Пистолет — это вещь опасная, как мы могли понять по итогу Вертига. И здесь надо быть все равно аккуратным. Лишний раз не лезть, не открываться. Не подставляться. Так, на миду будет сражаться сейчас с коннектором Малинов, но там фармилка опасна. Изи идет в спину под Б. Максимум, кого он убьет, это Курцлорда, а на миду без шансов. Только Слабо. Малинову потеряли. Аврора Янгблад, и то у него была МП9. Не страшно. Страшно будет, если сейчас первый бай Аркред выиграют, тогда вот Авроре придется очень сильно. Вообще напрягутся они подумать, очень что сильно, делать. да. Ну да. Я не думаю, что ласт карта будет. Снова та же расстановочка. 2-1-2. При этом смотрите, что происходит. Видимо, падает Малинов тоже. 3-1-1 точнее. 3 пошли. Аврора. И здесь зажим по Арампе не проходит пока. Аркред играет очень пассивно. Но при этом есть активности под Б и на миду. Хорслорда убивают. Что там Шеги? Как выходит? Давайте глянем. Третий номер против Изи. Перестрелку не выигрывает, но зато забрал Блювайта. И Рой же сейчас закрыл Изи. Теперь можно бомбу здесь ставить. И как-то в 2 ситуации надо играть. Хорошо, что нашли смог, положили его в КТ. Теперь Бликси и Шигео Ой, бля. в еще более трудном положении, но у них есть пара гранат. Уже летят они в сторону плента. Шигео, правда, здесь падает. DSS разменен. И... Не прочитаю Ройджин этого. 1 в 1, 29 хп. Бликси подозревает вообще, что он может быть в упоре. Надо Да. проверить справа. Бликси. И есть у него контакт. И преимущество. Им надо здесь было вдвоем что играть. он реализовал. 8-7. Хорошо идут ребята. Пока за КТ мне прям нравится. Ну что, Аркред должны делать еще один закуп, по идее. Чатик, промик хотите? Плюс ставьте, если Не хотят. есть такое желание. Они девочки, На они PS лайки Duran сегодня не ставят. на 0.25.
Давайте лайков, немножко активности поднавалите. И жду много плюсов, тогда промик на канал Hard Games в чат сразу от Да, не Егора девочки. влетает. И вы его, естественно, лутаете. Пока что 2 калаша всего у Аркред, но очень неплохо. Ребята двигаются в сторону базы А. Шеги уже здесь может даже кого-то убить. Но как-то Аркред ждут-переждут и падают 3 игрока. Шеги тоже умирает, и Invisible последний. Это 9-7. И что по итогу? За счет того, что немножко денег оставили себе Аркред, они могут сейчас закупаться, но проигрывать больше нельзя. Аврора берет уже 4-й к ряду. Ну что, поехали. Промокод, ребята, промокод прямо сейчас полетит в чатик. Hard Games уже отправлен. Спасибо за ваш актив. Пишите, кто успел 0.25 на CSGO Run получить и активировать. Смотрите просто, сколько калашей у Авроры. У Малинова, у Блювайта, у Шигео. Только одна эмка. Конечно, это очень сильно. Арампу держит, в принципе, под контролем. Изи на миду должен попадать. Есть килл по Invisible. По итогу, что мы имеем? 4 в 5 Аркерет. Ну, надо под Б играть. Пытаться. Бля, как А они его DSS, не кстати, читают? выходит. Но Блювайт. Блювайт за белым, убивает Ройджина, открывается по DSS, но тут уже перестрелку проигрывает. Надо сейчас ловить Гардиан, срочно. И Изи еще с КТ хочет ворвать. DSS. Нужно команду спасать, но падают ультимейты вообще все. 1 в 3. Пытается убить соперников, но сложно. Шигео и Малинов просто открываются. Но что происходит? 1 в 1 Шигео еле-еле закрыл. 10-7. Опасный раунд для Аврора. И тут уже 2 КБ пора делать. Аркред не могут в атаке просто один раунд даже взять. Не могут вообще никак. Не получается просто. Я не знаю, ребят. У нас 3-я карта. Там будет очень интересно, если сейчас Аврора реально выиграет. У нас Мираж 3-я. Мираж тут все умеют играть. Потому что СНГ дерби. 17 карт, если что, у Аркред наиграно на ХЛТВ за последние 3 месяца на Мираже. Из них на CS2 не так много, но там хорошие победы есть. Бликси, Сэмочки. Должен здесь убивать несколько игроков. Правда, пропустили. Кап. Ройджина, кажется, и он делает минус стек 9 по Шигео. Курцлорд в коннекторе. Подожди-ка. Убивает Малинова? 2 в 3. Тем временем на миду Блювайт должен закрывать Шеги. Да, есть. Показалось. И DSS последний. Показалось на секунду, что у Аркред есть шанс, но все-таки Аврора закрыли. Новый фулбай. Последняя возможность команде из Узбекистана вернуться в игру. Иначе Аврора свой пик выигрывает, при этом могут даже не отдать ни одного раунда за сторону защиты. Вот так вот. Первая тактическая пауза только сейчас от Аркред. Забавно. 7-1 счет, И блядь. странно, почему они ее не взяли раньше, но хорошо. АВП, я так понимаю, не будет. Хотя оформить для того же DSS ГГ может не Ройджин будет. купить первый армор и дропнуть снайперский девайс. Рампу закрыть ту же самую. Есть вариант. — 20 фрагов пока еще никто не набил, да? Но близок к этому Хорслорд. Он действительно отыгрывает эту карту очень хорошо, но кажется, Invisible не видно. Надо ему подключаться. Аркред, мне кажется, идут в all-in. Выход на миду, а здесь 2 игрока. И Малинов хоронит просто всех. Без шансов. Это ГГ. Это ГГ, друзья, я не знаю. Ну, 0 вообще. 0 каких-то... Да ну, Ромчик, расслабься, от хороший. Аркред позитивных раундов. Везде теряют игроков.
На виду Зачились даже просто. одного фрага Спасибо, не родной, смогли за год дать. со мной. Падает Спасибо. Шеги. Именно на авик они выходят. И Ройджин 1 в 5. Минуту 25 время. 12-7. Просто перестали играть. Я не знаю. Просто Аркрат не видно на карте. Они, я думаю, что просто уходят на третью карту. Хотя и вчера всё. буквально вот в групповом этапе они всех произнесли. 13-7 там, такие счета были. 13-6. Просто здесь они устали, и все. Но вот с Авророй Не хотят прям играть. сложно им. Что на Инферно, что здесь. Инферно тоже могли проиграть. Ройджин пробует Б вскрыть, 1 килл есть. Кто-то еще в теории может подставиться, но вряд ли это приведет именно к выигранному раунду. Малинов стоит просто аккуратненько за балкой. Ройджин закрыл спину, 40 секунд до конца. Ну, если дальше будут по одному открываться, Аврора просто надеясь на фраг, это, конечно, будет грустно. Но я думаю, что даже с такими ошибками они забирают 12. Да. Все, добили последнего. Это 7-й подряд. 7-й подряд для Авроры. Деньги на Не знаю, последний что бай. сказать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Просто, это были блядь, допы. карту отдали, а стоило ли оно отдавать? Но за Миражом будет тоже интересно посмотреть, если честно. Как будто эти команды заслуживают противостояния в 3 карты. У нас вот прошлый матч тоже прошел, скажем так, не быстро, да? Не 2-0. ВП Prodigy отдали Анубис, которые могли забирать, и чуть третью карту не слили. Там тоже плюс-минус равная игра была. Ройджин пока энтри делает, Шигео пробует изменять, но не идет вообще у него по стрельбе. По итогу падает также. Ну, здесь хорошие шансы на 8-й выйти, окей. Хотя бы не разгромно, да, один раунд Спасибо, за атаку, Эмбер. ребята, Да хер его может быть, знает. заберут. Блювает, находит размен. Надо по И первой Сайлент зарешать, открывает я подумаю. инвизибл. А что происходит? Не, я не понимаю, ну, 5 в 3. 5 в 3. Сейчас просто проигрывают. Шаги красный. 2 фрага от Пиздец у них Блювайта. тильт. Изи закрыл одного. Хаешка. Ну, пока мимо летит. Ройджин падает. Все, это ГГ. Это ГГ. Ну, может, Аркад просто уже поплыли. Не знаю, что с ними произошло. Большинство отдали, ну, хотя бы раунд престижа, да, как бы 0 за Т-сторону. Это прям очень грустно. Странно, что они тогда не сделали это первым баном. У них первый бан был оверпас. Хотя там были шансы, опять же. Там 50 на 50 по винрейту. 13-7. Поздравляю команду Аврора. Здесь они справились на ура. Блядь. Хотя поначалу Крайне самого сильно старта карты казалось, что эти похоже не на смогут. тильт. Сегодня такой Одолеть. вонючий пипец случился. Заскамили меня на 25к с подменой при обмене. В тильте сижу, жесть. И ведь никак не вернуть. Леха, ну надо внимательнее быть, ёпта. Ну как так? Друзья, увиделись уже после второй карты только. И знаете, по ходу первой половины я хотел очень пожурить команду Аврора, потому что они буквально залили 2 в 4, потом 3 в 5. Проиграли фулл эко на 1-3, 3 в 4 на 2-3, 2 в 4 на 4-3, чуть не слили 3 в 5 на счете 5-3. И у них не было денег за атаку почти никогда. Они не выигрывали раунды в большинстве, они отдавали очень много фрагов, давали большое пространство Аркред за защиту. Но перейдя сами за сторону защиты, буквально убили команду из Узбекистана, России и я Беларуси. тебе так скажу. Буквально без шансов. 0 раундов от Аркред за атаку. Если они сейчас восстановятся, Аркрат, я не знаю, как играет Аврора на Мираже. Атаку, ну это ж ну, совсем не... Учитывая то, что Вертига все-таки, ну, на Т-стороне там поприкольнее играть, да, ну, как бы... Как? Я уже, на самом деле, видел, что типа так, окей, 7-5, ну, допустим, Тоси-боси, да, но сейчас как-то вот соберутся там, окей, может быть, пистолетку проиграли по итогу, но на девайсно как-то уже получится. Но нет, просто ничего. Я уже видел, на самом деле, реально 2-0 Аркад Аврора Эмблем. Нет, просто, ну, как бы типы вообще ничего не смогли нам показать за сторону атаки. Вот как раз-таки у нас MVP, как раз 17 на 12 малинов у нас тут и идет, ну, шел уже, да, ну, Аврора и Youngblood молодцы. То есть они реально нашли в себе силы. Так, пистолетка. Отлично.
Байраунд первый. Вообще круто. Ну и так просто по накатанной пошли и дошли по итогу на самом деле реально турбозвук. Заметьте, насколько Аврора здесь стабильно отыграла. На второй половине это было просто, Очень стабильно. честно говоря, избиение какое-то. Ну да, мы вот несколько часов назад на матче ВПП Вердант отмечали, что мы увидели классический Анубис наконец-то, где атака была большую часть. Аркрат Мираж забирает. впереди. То сейчас мы вообще увидели не классическая Вертига, но Вертига такая же ситуация обычно в КС. Сейчас интереснейшая игра, блядь, будет. Больше раунду берет. Мираж, Здесь тем же, более. наоборот, защита была. Резкое начало. Я не ожидал, что Аврора будет прям так давить паусы, бэдом. Ладно, еще изи, я Треха могу его пошла. понять. Все, кто выигрывают на ставках, вот на ставках, есть такая одна примета. Надо на бусте зайти и зарешать платную подписку. Все, зарешал платную подписку, дальше ставки тоже будут заходить. Нет, 100 рублей зажал, всё, Выигрывает отсосал. Иван. Отходит назад. И уже на миду здесь выход от Аркрат, который контролирует Бликси практически полностью с Шигео. 5-0 закрывают. Мне кажется, 3 минут не прошло, как уже 2-0 счет становится. И здесь первый Пацаны, вами вы же в ожидает. курсе, да, что 5:47. сейчас как бы Куча гранат. за выход И в финальный Аркрат день, да, должны игры сначала, идут? как мне кажется, О, показать свой выход. Аркрат! Занятие мида. Эти дайте, да. блядь, которые, Нужно как они? смог в окно, дым на Как это старт, называется, вот эти флешечки, молики, все по Палки-то красоте. как на этом, И на от взлетной. контроля центра Это уже вот. строить свой Где это раунд, всё? какой-то сплит, возможно. Вот что мы и видим, А? собственно говоря. Бежит уже по парчу Руйджин, проходит на шорт, проверит, наверное, ладдер. А Аврора укрепили аплент, они играют 4А, при этом оставили только на бэкленте одного Изи Савик. Если он там погибает, то это, Хорошо. наверное, 2-1. Руйджин закрывает Шигео, пытается дальше пробежать, проверить шорт. И Blue White. Не-не, ну не сейчас, грешник, мы смотрим такую игру, брат. Найдет. Не-не, При не этом щас. Бликси На ВК здесь Play могу выживает, включить. остается у него Брат, не так не много щас, КП, ну, но финал. самое главное, что Финальная игра. 5-4 ситуация сохраняется. На Б пришел, кстати, к Изи Малинов, Не здесь попал? заблочился снайпер, но спасает ситуацию Не попал, Малинов, блядь? сделав минус по DSS. Бликси также закрывает Invisible, но сразу размена этого стоило ожидать. Изи промахивается, а стики-то Блювайт нашел все-таки Ройджина, и уже 3-2 Аврора в большинстве своем. Падает Шеги, и Хуртфлор тоже умирает. 3-0. Уверенная приемка Апланта, друзья. Хотя мидл при этом не контролировали Аврора. Играли максимально закрыто от этой зоны. Играли 4А. Ужасная И, в игра от принципе, Аркрат. начало, мне кажется, для них очень хорошее. Как там Рега обстоит, Да, нормально? здесь, конечно, и заблочился неудачно, но выжил. И даже потом фраг сделал Савика. Без смертей, кстати, 3 игрока Блядь. у Авроры. Аркрат, да, соглашусь с чатом, Аркрат чисто под пиво вышли на Мираж. Чисто под пивная такая игра, да. Курс Я не пока знаю, что может, под они Б в идет тильте, скрывать блядь, точку, но здесь... это Аркрат все-таки. Здесь Шигео может наказать. Очень серьезные ребята. Так, опасный момент. Малинов умирает. Что? О, Секундочку. Аврора Янгблад решила повтор Вертига сделать или что? А почему они проигрывают опять эко? Ну, 2 КБ, Опять? ладно, это не прям Опять full эко, 2 были КБ. арморы и диглы, но... Просто вот как? На секундочку вдумайтесь. 3 убийства в 1 секунду. В один миг делают Аркрат. Да, размены есть, кстати, 2 в 5. Подожди, что? Blue White и Бликси это закрывают? Как они нашли эти фраги? Руджин тоже падает. 2 в 5. Выиграли раунд Аврора. Теперь у меня вопросы к Аркрат, да? Тут просто... Эй! Это что за анаконды, блядь, на Аркраде, эй! Ты чё вы делаете-то, ёбаный в рот? Вы чё, парни? Алло! Во, блядь, они сразу тактическую паузу берут. Там сейчас тренер, блядь, возьмет черенок от лопаты, он их просто отпиздит. Вы чё делаете-то, блядь? Тут уже, ну, до смешного доходит. В смысле, блядь? Пацаны! О-о-о! Хуя! Калаши, понятное дело, у Аркрат плюс АВП, но...
Обидный максимальный раунд с диглами. Какой нахуй стану обидный? это Это повторять. пиздец, а не раунд. По итогу только Blue White остается без смертей Блять, к пятому блювает. раунду. Один, блядь, 30 фрагов Какой же отыграл, план 0-4 на играет. Пацаны, Раунд выберут Аркред. Пока. просыпайтесь нахуй, мы хотим красивую Интересно, игру, узнать, блядь. контроль мидла будет от Invisible. Все, как Origin. все фаны, блядь, КС, мы просто хотим Тут посмотреть Matrix. красивую... Ну, справились, Вот, и коннекторы еще такое вот, потушили, что давай! делал. А дальше? Причем Invisible сделал Опа! Бланди, и DSS под Бен нашел пошло! фраг. Паузу Нет, не ну зря такое взяли. просто не имеют права проигрывать уже Аркред. Там, наверное, на тренере. Я вас сейчас всех, блядь, просто душу вашу выебу, блядь! Сейчас еще бомбу найдет А, Blue 2 White. в 4, блядь. Мы остаемся 2 в 2. Вот, например. Простите, а какой стоит... А наши, да? Да. Прошу прощения, 2 в 1. Вчера задонатил, видать, не успел прочитать. Насчет Турика, если движ пойдет, и реально есть люди, кто готов вложить. Со своей стороны, может, готов 20 лимов призовой дать. Ну, Аркут, давай какую-то... Правда, пацаны, я не хочу никого не обижать. Уже и гелик мне дарили. Уже котлы, блядь, там за 150 миллионов дарили. Пацаны, я вас, правда, очень прошу. Я знаю, что у нас на канале сидят, смотрят оттуда. Ну, там пиздец. Я знаю, что нас смотрят такие люди, что, ну, там вообще пизда. Правда пизда. Там через руки с этим, ну, с этим, ну, да. Вот, поэтому не надо 20, это много очень. Я еще раз говорю, есть четкие проекты, которые можно реализовать по команде, по заведениям и по турнирам. Четкие прям проекты, конкретные. Что-то можно для души делать, что-то можно делать с целью монетизации, но, сразу говорю, говно делать не буду. Только охуенно, качественно, пиздато. По-другому я не умею. Сразу вот это вот, давай, сейчас ебать поднимем бамлишко, блядь. Нет, без этой хуйни. Есть шанс, что не проверит. 5-0! Бликси. Хаешка хорошая. 30 хп Шеги снесла. И все. Пошел выход на Б. Пошел пожилой выход. Бликси не проверяют. Давай! Он пропускает. Трех игроков, Нахуй всех вообще проверять, пропускает. блядь! Просто шлепает с этой эмки четверых. Invisible. Один. Аркред плывут. Мне Нет, вот интересна реакция они чата не понять, вот плывут. что вы думаете, ребят? Они сосут, насчет блядь! такого начала от Аркред? Что это такое, нахуй? Что это Это если такое, что? блядь? Если взять Вертиго. Какое нахуй буррито? Какое нахуй вертиго? Вы играете, блядь, финальную карту за выход, блядь, в финал. Наш LTV вас смотрят, блядь, по всему этому, матушке, по тоскушке земле. Какое нахуй 6-0? Где игра, блядь? А? Стеком. И это сплит оплента. Ох, блядь. Должен быть готов. Блювайт должен быть готов. Естественно, изи. Первый килл есть. На Тетрисе тоже заметили. Забрали в коннекторе Ройджина. Чего? Мужика у меня до сих пор нет. Блядь. Вот ты вот все мужика ищешь, Даночка. Здравствуй, солнышко. Все мужика ищет. Знаете, какая красивая? Там, блядь, свисток такой, я ебу нахуй. И плачу, блядь. Да. Ну, такая, как бы, с ебанцой, как все девки, но это... Да, поэтому в закрытую телегу вступайте, блядь. Там Дана сидит с Питера, ждет. Ждет, блядь. Мужика есть? Есть нормальный, нет? С нормальным Джеки Чаном. Не слышу. И тут они прошу, должны сейчас. без потерь еще закрывать. Блювайт по-прежнему 0 смертей. И если что... Ну вот действительно. Что с ними, блядь? У нас не Может, было их никогда подменили? Я не каких-то знаю. разгромных карт. Даже в групповом этапе. У нас, блядь, не было таких разгромных карт, блядь. Даже, наверное, я не знаю, когда... Ну, совсем был пиздец. Телефончик чирканье. Телефончик черкани. Да, сейчас. Там только обеспеченные. Будьте любезны, нахуй. По первой, блядь, и в закрытую телегу. Септима, между прочим, уважаемый человек, кстати. Могу его порекомендовать, да. Но после трешника, блядь!
А? И Invisible Она там выигрывает сидит, дуэль в кстати. Бандере. Ну, наконец-то open kill за командой Аркет. Правда, Малинов сразу дает размен под Б, скидывает еще антираж молотов. И Invisible вынужден уходить в Андер теперь, помогать тиммейтам. Бля, на я миду. сейчас Сплит заплачу. А. В упоре Blue White. Прочекают ли его? Да, заметил DSS. Ты вы, блядь, вы что делаете? Ты же его видел, блядь! Зачем вы что Что вы делаете, блядь? ладно, Что DSS вы поменял, нахуй плюс творите, два. блядь? Молик прокидывает Ты его джангл. прекрасно видел! Что с вами не так? У вас что, блядь? Малинов Девайсы будет отключились? стрелять, но DSS здесь переводится просто идеально. Вот это называется взял Что, игру на блядь? себя. Вот это называется просто DSS взял игру на себя. Это просто дал 3 охуеть. минуса уверенных и Постоял, изи. посмотрел, блядь, что на башке стоит чувак, и другой, блядь, тиммейт просто паровозом хуярит спиной туда выходит. Чё, блядь, что это такое? Оценить шанс на победу, понять, что он супер мал. Ёбаный в рот, И у меня просто сейчас уйти от язва первого. откроется Ничего от таких страшного игр. не Я не произошло. могу, блядь, мне Аркет плохо здесь сейчас станет. Все еще пока проигрывают. И проигрывают довольно разгромно. Максимум, что они смогут тут сделать, Блядь, это сделать счет 7-0 на Мираже 7-5. Аркрот. Почему Аврора явно будет Авроре, недовольна, блядь, но к Академии мне кажется, что проигрывает. Аврора здесь раундов 9 точно возьмет. 109, блядь. Он растерялся. Они играют, блядь, уже... Они играют Всё, каждый Алик день не под выбивает. миллион праков. Миллион, блядь, они играют. Какие нахуй устал, какие нахуй растерялся, блядь. У меня тоже был один додик, блядь, в свое время. Вы знаете, это вот такие... Мы просто такие творческие люди. Бля, как бы взять вам, как уебать нахуй промеж рогов. Человек, блядь, на завод приходит, он не говорит, что ты творческий, блядь, человек. Он берет и въебывает всю смену. Поэтому, если сели, блядь, к аппарату нахуй, будьте добры быть лучшими. А не как пидорасы, блядь. Это, если что, я не Аркрот, это я, мотивирую. Мы творческие, блядь. Это ваша работа, ебать всех нахуй. И быть лучшими, блядь. Нет, чемодан, вокзал, нахуй к маме, блядь. Воронеж. Сорян, кто с Воронежа, хороший. город. Жин тоже умер, и все. 5-2. Размен. И DSS 1. Без шансов. До свидания, Аркет. Это раунд, который вы взяли вчера говорю, минут назад. Это, видимо, просто была случайность. Потому Ой, что, бля. там один DSS проперся, дал -3. Здесь без шансов на Б снова закрыто. 12 на 1 идет Blue White. 12 КД. За ним же по фрагам Бликси. 11 киллов. Парень просто 1-9 нахуй играет. Профессиональный игрок, блядь. С командой равный вам. 2-9, 1-9, 2-8. Вы чё нахуй, блядь, я не пойму. По Вене дали, что ли, блядь, на перерыве или чё? Вас что там штырит, что ли, нахуй? Блядь, вы сильнее, очень сильные ребята, вы очень крутые ребята. Что с вами нахуй приключилось, блядь? С той карты, я не знаю, вас, может, вы попиздились там, блядь, на буткемпе? Или где вы, блядь, сидите? Что не так-то с вами, блядь? Какой нахуй 8-1, блядь, на Мираже? 1 за половину. Пиздец, блядь. Курц идет в андер. Господи, блядь. Поможет, наверное, своим ребятам на миду. Но Аврора играют довольно интересно. Они отпустили мидл. Играют 2-2 по плентам. И я бы на месте опорников что-то поражал. Потому что тебя Сука, я тогда все не равно зачитают верю, рибы. блядь, в Аркрот. Я Изи, не верю кстати, нихуя, с ЛП. что они с таким счетом Даже отдадут. не выстрелил, кажется. Я сейчас, блядь, начну звонить. Но Шигео закрывает курца. Усептима немена Ави. Блядь. Ой, боже. Блядь. Ну что я могу сказать? Пиздец. Че, ждем следующего. О, боже, блядь. Я ничего не хочу говорить, это Те пиздец. отходят. Все-таки 8-2. Только дана из Питера И в здесь Руйджин можно, кстати, И убить. вообще, есть ощущение, что я быстрее до Зеленограда доеду, чем да. И вообще, булки уже давно скинуты и зафиксированы, ибо да. Потому что так и положено. Да, кстати, Полиночка у нас тоже с Питера. Если что, в закрытой телеге, там вообще какой-то кладезь, блядь, тянок. Так что это, в закрытую добавляемся и выдвигаемся это, да.
Хватит на бай. Там все обработано, Авроре. подготовлено. Чисто за счет Изи, у которого 12 тысяч Вот, долларов. вот, пока По Septimus счету. Seven аниме на Ави, блядь, а Рублев уже пошел туда. Лёха, О! ну ты лютую такую суету навел на А? КС-сцене, будем надеяться, Могу. это только начало. Могу. Так и до организации мажора недалеко. Ей. Если можно, добавьте ПЛС. Могу, Одесса, Баков, могу. Комплекс. Давай. Могу, мой хороший, все. Забились. Все, после потока вчерашних и сегодняшних всех добавлю. Интересно, но в яме никого, там только Шеги может ставиться в теории. Блять, 8-2 временем счет. Меня сейчас Арк нахуй уже начнет трясти, блядь. Выходит Сейчас на запеню, мидл, блядь. здесь какие-то дымы Прекратите. прокидывают, оставляют одного Руиджина и сами стягиваются. Вот сейчас хорошо под двигаются. яму. Сейчас хорошо. Гранат достаточно, Блювайт и Бликси Blue White. должны быть в фокусе сейчас. И при этом может стянуться Малинов на самом деле в хелпу довольно Пиздец, я быстро. помню, Блейзера нажрался, блядь. Такой блювайт был жесткий. Пока тишина. А. 3 игрока в яме. Блювайт очень, кстати, крутой Руиджин игрок. скорее будет играть Хуярит он не первую замыкающим. карту. Дует. Очень крутой В тип. этой атаке через коннектор под шумок зайдет. Хотя он тут уже спалился своим местоположением. Плюс Invisible Сандер. Все, побежали. Уи, побежали, побежали, блядь! блядь! Над ямой и над коннектором. О! Invisible не Пошел перестрелял процесс. Блювайт как так. Блювайт, У него были поехали, все блядь. шансы. Бликси выходит на размен, но здесь разбегается. О, просто боже, глаза, блядь! врагов видит, делает 2 фрага, Invisible разменял сразу же 3 Пизда! Бежит Руиджин атаковать искру, но сгорает О, молики без боже Что происходит? мой, Малинов блядь! умирает тоже. Вот Руиджин сделал килл перед смертью, и Шигео закрыл последнего Руиджина практически. Сьюспад должен добивать 14 хп, либо Изи Савика найдет. Да, второй вариант 9-2. Без шансов. Это просто, знаете, KO. Нокаут. Ты не успел стримить. ВВшник, я, знаешь, конечно, не Ванга, но отвечу на твой вопрос так. Я знаю, что я, скорее всего, отправлю к апостолу Петру на прием в 2 местах. Либо на красивой тяночке, либо во время стрима. Потому что там, блядь, у меня напряжение такое, что мама не горюй, как говорится, да. Спасибо, родной. Нет, не устал. Что к сознанию потеряю, а так нормально. Блядь, ну а чё они меня бесят, блядь? Олег залетел под ковры. Invisible хорошо, кстати, вышел. Но тут Шигео может разменять. Нужно его считать, однако со стерцев. Он делает первый фраг, бомба ставится, Изи убивает второго. Изи промахнулся здесь, но все равно в большинстве остаются Янгблад 3 в 2. Бликси пробует пули вбивать по соперникам и закрывает Шеги. 10-2 Это клатч нахуй. 1 в 2 или мне показалось? Но я знаю одно, это 10-2, и это полный разгром команды Аркред, друзья. No chance. Просто. Проигрывают пистолетку. До свидания, 3. Ждем артплей Майору Арлтчуб. Могу, Рублев. Вот, уважаемый человек. Кто там? Дана, Полина, вот присмотритесь. Вот, аниме не на Ави. Вот, Рублев, добавлю обязательно в телегу. Можно это, как говорится, пристроить свои булки. Да, вот, уважаемый человек. Хуярит, как из пулемета. Спасибо, дорогой, спасибо. В самом начале, да, были ситуации, которые Аркред могли не проигрывать. Даже с пистолетами, помните, на Мираже, когда они остались 5 в 2. Когда они потом в следующем же раунде 4 в 2. Леха, спасибо Вот. за контент. Всегда О. поднимаешь настроение. О. Подмял. Обнял. О, в закрытую тележеньку плюс еще один. Уважение. Добро пожаловать. Теперь же пистолетка. Какую-нибудь, может Да, быть, паузу не камбэк. надо взять? Я Я не не буду говорить, возможно, шарю лём. особо. Шеги будет с беретами. Киты Паузу от не Invisible хотят взять. и Паузу, 4 блядь, паузу. арморчика. Чтобы остановить эту, блядь, 2 смока, пенетрацию, 3 нахуй. флешки у Авроры Янгблад на всех. И ребята просто играют Б. А там Лёша, сколько... Там твоя Веста Спорт? Ох, блядь. Жрет, как у Чапаева самолет. Ну, ебошит просто пиздец, дядь. Скоро видосик будет. Могу. Но теперь надо принимать план. Теперь надо принимать. Курсу. Пиздец, нахуй. И его Принял. тиммейтам Изи сносит голову без шансов. Принял план, Подбирает блядь. Поехали. Юспик, Малинов. При этом с маками еще отрезали игроков на шарте, но Invisible, Молодцы, как ребята, нашел хорошо фраг, его играют. быстро разменяли, 3 в 3, бомба стоит. Красиво, Все ребят. равно Б ретейкать сложно. Очень достойно. Шеги приходит, 3 с шарта по итогу падает Изи, Шигео разменял. Живет Бликси, но недолго, и Нихуя, все-таки блядь!
Арка Вот достаточно они, мой развлекает. хороший кучерявый Но Аврора тащит, блядь! закупится, и, Давай, возможно, Риджин, с блядь! Галилами смогут Тащите, перестрелять. ёбаные волки, блядь, широкую на широкую! Давайте хоть какую-нибудь камбэчную сделайте, что-нибудь, Часть блядь! сообщения «Остановите эту вакханалию». Вакханалию, На блядь. самом деле, Аврора... На устроила самом полную деле, блядь! вакханалию. В первой половине 10. У нас еще никто не Трясет забирал уже, блядь. за первые 12 раундов. Пиздец. Ребят, как вам вообще О. матч? О, охуенный, блядь, потрясающий, феноменальный, блядь. Слов других не нахожу. Просто я ебу и плачу. Спасибо за контент. Сегодня с самого утра, И блядь, день снова сдался. на месте. Меня О. тоже в телегу, пожалуйста. О, 21 плюс, что, блядь, школьники. Школьник задонатил, сразу отсосешь, блядь. Только взрослые мужчины, красивые. А? Ну, зато я не скрываю то, что привод у меня задний. Шо? Это конец. Денег там не будет. Вряд ли засейвят девайсы. DSS Заметила, и я в какой Фордс. тайминг комментатора включил? Делать закуп с диглами, то бишь антифорс, это, Антихайп. скорее всего, поражение, опять же. Потому что Галила остаются у Авроры, а там пистолеты. Ну и, соответственно, 12 Глубокая глотка снова денег 8. не будет. Возвращение Примерно легенды. такой исход. Может Я спокойно. даже знаю, блядь, какую у нас в паблике сделают пикчу, нахуй. Там, где, да, сидит, блядь, значок Аркарда и 5 игроков с Авроры, блядь, стоят. Это просто пиздец. А, и Мираж, прошу прощения, на фоне. Чисто Это чилит. 100%, блядь. Так. Долго ли будут Авроры стоять? Ждали хуй их Малинова знает. с шарта. В итоге без фрага. Просто без шансов. И DSS надо, конечно, пойти искать. Эту М-ку выбить очень важно. DSS просто уже, мне кажется, с компа там встал. Пошел чай себе заваривать. Чокопай кушать какой-нибудь. там, не Чокопай, знаю, блядь. И размышлять, как мы Помогает это нахуй мне проиграли. Чокопай. Мне ничего уже не помогает, блядь. Уже все нервы мне выпиздили, блядь. Посмотрим красивую игру. Блювайт идет Давай тем купим временем в паласе, собачку. кстати. Собачку купим. Купил, блядь? Здесь стоит почекать спину, как Здесь мне стоит. кажется, Тимуру. Потому что... Нахуй надо. Действительно, эту эмочку могут выбить. Тень заметил? Есть фраг. Тень заметил? Остальные бегут А уже ручки вот сломя они. голову. Малинов, Шигео. Нет, останавливаются, ждут все-таки, что DSS реально откроется, но это не так. Так, раз уж пошло такое дело. По О! 1400 у троих игроков, Шаги 1900. О! Ну, я О! думаю, вы сами прекрасно понимаете, О! какие девайсы на такие деньги Поэтому можно я купить. рекомендую, что все-таки всем добавляться в закрытую телегу, да. 21 плюс, и 18 плюс девочки. Девочек могу за... Брыв на мидл или же Забавить. под Б пойдут? Blue White только идет сюда, кстати. Максим, вы видите было? Некоторые называют это оружие Максим. Руджин на шарте рискует получить голову, но там просто его давят, Здорово. и он отходит уже в сторону Здорово, бэксайда. родной. Blue White выигрывает Тут дуэль всё в доме. вообще песня. Курслорд зачем, не знаю, запушил эту позицию. Мог стоять спокойно на тачке или залезть на балкон, ждать оттуда атаку. Блять, у кого Ну, есть то есть контакты, Blue White нахуй, еще тренера забирает Аркада? Руджина. Может DSS быть, только сейчас один пора килл. взять, блядь, Это перерыв? 12-й, и снова... Вас no ебут, money. товарищи, ебут, для блядь, команды без маски! Аркада. Хуярят, Я блядь, не вам знаю, друзья, днище! ожидал ли кто Выбивают такого из жопы, разгрома блядь! на третьей карте Может в быть, таком пора важном матче взять нам? перерыв, блядь! Ну, по всей видимости, пятое... Время, блядь, 11-3 счет, Командами 11-3! Верден, Одик и Генланд Это пиздец, будут нахуй! Аркеры. Хотя я их считал фаворитами этого Фаворитами, турнира. блядь! Я их тоже считал! Теперь вообще непонятно, кто Считал, закроет. блядь! Это я еще не загрузил на них. Если бы я, блядь, поставил на них, это вообще пиздец бы был. В вашем ТГ из Ижевска имеются, возьмешь, приедешь куда надо, блядь. У нас встречи, между прочим, уже 3 встречи было в Москве. Там такое, блядь, мне потом рассказывали, да, там Симбу делали. Вот это вот, когда закончила, вот так по лбу, блядь, Симба. Ой, посвящение, в смысле, да, было. Не слышу, а? Алексей, ну у тебя и ресурс 10 минут не прошло, уже написала О! такая тутянка. О! Работяги, давай к нам в закрытую О! ТГ и ник не забудьте. Я тебе говорю, блядь, Рублев, ну ёпта. У нас пиздец обслуживание, вообще-то охуел бы увидел.
Главное им просто не расслабиться и закрыть спокойненько. Главное не По расслабиться. нему информация Желаю тебе хорошего стрима. Главное не расслабляться. Счет 12-3. Только, Ну и, говорит, не конечно, расслабляйтесь. бабло побольше. Спасибо, солнышко. Спасибо. естественно, калаши появятся у Аврора. Не у всех, но... Отлично, Крик. Миралик, прекрати, пожалуйста. А то мы тебя тоже не отдадим. Блять, хотя я бы тебя не стал отдавать. У него жопа охуенная. И в тачках разбирается. Тачки тюнингует, кстати, Тянка. Да. Спустя столько... Ну и так, в принципе, тоже ничего. Хотя ребята пистолетку взяли, поэтому не сказать. Если что, у меня с ней не было еще. Привет, Какая серия была у А? Аврора, да? Хай. Ну, как бы 12-4. Камчатки, привет, пацаны, бля. разгромный. Очень хочу к вам, очень хочу. Готовят гранаты под Б. Аврора решают здесь закрыть на поджим Андера. Ну, поехали. Нужно закрыть, Поджим ГСС Андера, получается блядь. это сделать. И на опоре Пошел один. поджим Андера. Походу, Пэбл. А, А вообще почему не пошли поебать нахуй. Аврора? Я не совсем понял, кстати. А, им Была тоже побую, возможность блядь. выйти на одного опорника, но вместо этого они разворачиваются на мидл, тут уже Бликс. Мне бы понять, до скольки стрим будет, чтобы знать, идти мне сейчас в круглосутку за энергосами Нет. или нет. Чил размен. Тут ребята решили, блядь, по ускоренной программе нахуй. Пойти в лобби, блядь. Меня... Зачем? Всем привет с Авдеевского О! направления. Во. Мирного неба над головой и благополучия. Здравствуй, брат. Но Здравствуй, зачем? мой Зачем бы хороший. дом пушить? Просто сейчас Аркрат могут тут почти. проиграть. Здравствуйте, Шеги друзья. красный. Шигел его добивает. Ну, это конец. Это конец. как Это я не ожидал, конец, да. это пиздец. Недолго тянули Аврора. Недолго музыка Окончание. играла, блядь. Недолго фраер танцевал. Охуительная, блядь. Катка, просто браво, нахуй. Аркраду, блядь. Молодцы, ребята, охуенно подготовились, блядь. Какое? 50-е место занимаем, блядь. Молодцы, достойно. Охуенная игра, блядь. Просто нахуй. В ладоши стою, хлопаю, блядь. Сейчас скажу, с какого места они. Крепких тебе нервы. Крепких, блядь, мужиков, нахуй. Что за закрытая телега? Закрытая телега, там Ребят, пиздец. Я только зашел. А? Мой хороший, закрытая телега, это там, где я сижу, блядь, красивый. Понимаешь, сейчас вот мало сижу, сейчас у меня в студию, кстати, переезд у нас на днях. Все, доделали почти ремонт, там чуть прям. Они уже потолок сделали, все. Все, осталось вообще децл. Мы уже шмотки вон почти все собрали, здесь осталось. Тут ящики, хуящики, все остальное. Короче, телега это, где мы все вместе с вами чилим, блядь. Вот смотри, у школьника бомбит, пиздец. Gun 5, Энтропик, о, вот, пожалуйста. И Пожалуйста. ВП Продиджи Он против говорит, Авроры пожалуйста. Янг Блад. Победителя выходит... О, добро идет. Сейчас я скажу. Аркрат, 72 место. Ай, Лёх, я смотрю, тебя уже А. кто знает сколько, но А. я помню, как Уже ты очень. ещё сидел в балаклаве, так О. что уважуха за О. контент и за турики. Видал? Ну и, естественно, хочу в ТГ собака 1 Леонида 1. Добавлю, мой хороший. Так, ну вот мы и посмотрели решающую третью карту. Последний матч у нас завершился. Длиннющий сегодня был день. Почти 12 часов он длился. Начали в 14:20, закончили почти в 2 ночи. И это была самая разгромная игра. Самая разгромная. Это был пиздец, блядь! Пиздец это нахуй! Они разгромная игра, их выебали, блядь! Просто выебали на Мираже, вот что это было, блядь! Разгромная нахуй игра, блядь! Их просто взяли, блядь, и прокрутили нахуй, как голландский штурвал, блядь! Разгромная игра, блядь! Говорю, давайте нахуй третью карту красиво, сейчас ноздря в ноздрю, блядь, пойдем! Сидят, блядь, 13-4! Играют, блядь! Фу, нахуй! Было еще Да. интереснее завершить. Ну и Сереж, что скажешь? Еще интересней, куда уже Ну, интереснее, вот как раз блядь? да, то, что... Да интереснее даже некуда, если блядь. взять про счет, что там какие-то вот, тут, во-первых, раунд, где Да? 5-2, потом 2-1, да, Да, можно было 2-1, взять, хоть блядь. это был и 3-2-2, индивидуальный раунд, нахуй. и 2-4, раунд, где блядь, там 54. вот, в апсах тогда не прощекали. Ох, блядь. Я думаю, качественно это бы все равно никак не зароляло. То есть тут просто, Арей, во-первых, спасибо. face-to-face перестрелки проигрываются прям с огромным треском. Что вот раз. это такое? Во-вторых, ну, Аврора... и Че Аврора они просто реально тестили, блядь, как в окно запрыгивать? Просто... Здесь Во-первых, мы везде теперь точно знаем, пиздец, блядь. кто больше всего катает на Мираже премок на фейсе. Это Аврора Янгблад. Это Аврора Янгблад. Видно просто, ну, как бы, ребята пули полетели вообще. Ладно бы там... Вот что-то что, могли блядь, спотыкнуться, было. да? На Мираже, где-то у блядь. кого-то- Нет, просто, ребята, ну, так.
Мы на фесте, мы прям катаем. А, ну все, погнали. Вот, тут вообще от Аркрит борьбы никакой не было. Вообще ничего. Все проигрывалось по Сука, чуть-чуть. блядь. Никаких милтилки какие-то крутые, да? Все, Раз- не раздраконивайте меня. Я сейчас, блядь, проснусь, начну нахуй пенить. Прекратите, блядь. Ну пиздец, ну я хотел, блядь, игру реально достойную посмотреть. Ну что это за хуйня, а? Ну какие нахуй 6-0, блядь? Ну какие 13-4? Ну что вы, блядь, делаете-то? Такой охуенный, блядь, состав, такие охуевшие игроки. Что сегодня, блядь, делал снайпер на ДСе, блядь? Руджин вчера играл охуенно. Ну как так-то, блядь? Любовь Хорошилова. Вот это уважение за подписочку. Спасибо, солнышко, блядь. Любовь — красивое имя. Значит так! Если завтра на моем любимом букмекере в Винлайне, блядь, не будет нахуй линии, я их, блядь, сука, нахуй застрем весь саппорт, скажем, где линии, блядь, на Hardplay Cup 8. Потому что завтра у нас что? Завтра у нас будет заебись, блядь. Потому что завтра мы увидим две опиздохуительные игры. Это БО3. Завтра кто-то займет из 4 команд оставшихся, кто-то займет, блядь, 4 место и пойдет нахуй с позором, блядь. А 3 команды поделят между собой 700 тысяч. Напоминаю, кстати, это 400 тысяч, 200 и 100. Вот так вот, блядь. Вопросы. Поэтому завтра, блядь, будет вообще пизда. Я завтра максимально, блядь, постараюсь успеть. Я не знаю, каким хуем, каким макаром я успею. Но я знаю, что мне, блядь, через 5 часов вставать. И 2 часа мне, блядь, еще надо ехать домой, блядь. Пока приеду, пока лягу, это пиздец. Я не знаю, как у меня завтра день пройдет. Если у меня, блядь, мотор не встанет, тогда я приду на финал. Если встанет, значит, считайте меня кем правильно? Красивым. Да. Напоследок хоть жопу, блядь, скиньте, и то ладно будет. Я охуел, честно, что выбили Аркрадов. Я вообще не понял, что это, блядь, такое. Вообще, каким хуем это произошло. Зачем и почему, блядь. Кира очень красивый, я бы ему вдул, блядь. Егор молодец, все молодцы, команда молодцы. За косяки поговорим отдельно, блядь. Там сегодня косанули чуть-чуть. Но ничего страшного, это такой рабочий момент. Это все, это хуйня. Все равно красавчики, молодцы. Всем комментаторам, аналитикам, хуитикам, игрокам. Всем спасибо, блядь. Аркад очень расстроили, пиздец какой-то. Может быть, устали, может, что-то. Но надо было достойно играть в финале, блядь! Я все сказал. Все. Завтра, не знаю во сколько, сделаю за план стрим. Смотрите, обязательно завтра финальные игры. Финал надо обязательно смотреть. О! Плюс 3, нахуй. Здоровлёх. Все забывал добавиться в ТГ. Военный из Питера О. с огромной зарплатой. Ну, зарплаты. ты мне попизди, блядь, да. О, с Питера. Вальдемар, Вольдемар, бля. Военный из Питера, Вольдемар с огромной зарплатой, бля. Как минимум 2 раза наебал. Ну ладно, если что, там тяночки наши, я думаю, за это заценят, да. Все, мои хорошие, завтра, короче, интропики встречаются с Gun 5. Ох, блядь, короче, завтра что-то намечается. Все, всех целую, обнимаю, давайте пиздуйте спать, завтра увидимся. Сейчас всех добавлю в закрытую.